А тебе что, больше всех надо? Ты что, самый умный? Алтарник Путина. Я не понимаю, о чем ты со мной говоришь. Но он спасал себя или церковь? Даже в Конституцию, слава богу, внесли. На тебя могут написать донос твои же прихожане. Страстная неделя, которая длилась очень долго. Без визы КГБ ты не мог стать епископом. Он реально тащится от советских песен. И хор Сретенского монастыря их исполнял. Что значит сохранить приход? Он не наш. Делайте с ним что хотите. А вы за кого? Он вышел и сказал против неправды, и Господь его спас. Ксения, вы один из самых влиятельных и цитируемых журналистов, которые по-настоящему разбираются в том, что происходит внутри Русской Православной Церкви. При этом у вас сейчас выходит книжка о новейшей истории Русской Православной Церкви. Угу. При этом вы создали и руководите телеграм-каналом «Православие и зомби». Поэтому мы решили, что вы тот самый человек, которому мы сможем задать все самые стыдные вопросы о православии. Тяжело быть сейчас православным человеком? В Евангелии написано: «Вы соль земли, малое стадо». В общем, наверное, никогда просто не было. Ну, это в широком смысле про христианство. Ну, опять же, да и нет. Священникам сейчас, наверное, очень тяжело, особенно в России. Точнее, не наверное, а точно. Это я знаю, потому что у меня много друзей в разных регионах, священников. Но я периодически всех спрашиваю: вы как там? Там Сибирь, Дальний Восток, не знаю, там север, юг. Вот я одного спрашивала недавно, он говорит: очень стараюсь не ссучиться. Ну вот, правда тяжело. Когда ты должен вроде говорить правду и понимаешь, что на тебя могут написать донос твои же прихожане. И, собственно, так и происходит. И тогда под ударом твоя семья. А людям, просто прихожанам, мирянам, ну, опять же, так же, как всем, я думаю. Сейчас периодически начинаю спрашивать: а вы не знаете, где там, в Вологде или там в любом другом городе нормальный батюшка? Вам не попадались? И ты в этот момент думаешь: вот это меня спрашивает незнакомый человек, а вдруг он провокатор? У тебя есть риск либо донести, ну просто поспособствовать тому, чтобы у человека были неприятности. А с другой стороны, там наоборот, может, человеку очень нужно. Ну вот этому, кто спрашивает, может, он хороший, правда ищет. А православным верующим вне России тяжело быть? Если я правильно понимаю, вы были прихожанкой храма, где служил отец Алексей Уминский. Но мы с отцом Алексеем просто очень давно знакомы, и, наверное, я не буду как бы преувеличить, скажу, что мы дружим. Действительно, последние годы я и в храм туда ходила, потому что это, правда, было лучшее, что было в Москве. Ну, у Минского был такой баланс. Ты мог включаться в эту общинную жизнь настолько, насколько тебе это нужно. Ты можешь вообще пришел, помолился, к тебе никто не будет ничего тебе говорить, приставать, спрашивать. Помолился, поучаствовал в литургии и ушел. Угу. Можешь оставаться на чаепитии, можешь участвовать там, не знаю, в уборке храма, можешь благотворительностью заниматься. Но там это было настолько уважительно друг к другу и добровольно, что ты себя чувствовал абсолютно свободным человеком. Такое полное принятие. Там были люди абсолютно разных взглядов. То есть там не было никакой компанейщины, что вот там наши, не наши. Как это очень часто, к сожалению, в православных общинах бывает. Там кто-то ближе к батюшке, кто-то дальше. Какие-то там свои, чужие. Отец Алексей никогда никого не прогонял. Вот ему там часто спрашивают, как у него мог быть Дворкин, который вот такой человек, который изобрел сектоведение и занимался там. В общем, отчасти то, что сейчас происходит со свидетелями Иеговы, на которых заводят уголовные дела, там смысловую базу в том числе он подводил. И вообще он такой, скажем, консервативный человек. А отец Алексей его знал с юности. Это был его друг там еще с хиповских времен. Ну, как он его выгонит? Скажет: ты неправильно говоришь, что ли? Ну, конечно, они там о чем-то спорили, но тоже так, не то, чтобы это было каким-то принципиальным моментом. Вот, поэтому действительно, да, там было очень во всех смыслах хорошо. Вам нужна церковь для ежедневной жизни? Для ежедневной точно нет. Ну, вот это я точно могу сказать. То, что я, безусловно, верю в то, что в Евангелии написано, в Христа, там, ну и то, что Навальный называл инструкциями, заповеди блаженств и все такое, это совершенно очевидно. Насчет каких-то практик постоянных, я не могу сказать, что у меня была острая потребность участвовать в богослужениях с какой-то там регулярностью. Мне хватает того, что я могу... У меня есть привилегия, да, что я могу там пару раз в год оказаться в Вильнюсе,
где мой друг Терри Владимир Селявко, один из тех, кто... Там была целая группа литовских священников, которые были против войны, и которых литовский митрополит лишил сана за это буквально, что было, конечно, удивительно, потому что он никогда не был мракобесом. И даже сам-то сначала как-то был скорее против, но в Литве создали экзархат Константинопольского патриархата, вот из этого ядра священников, которые ушли из Московской патриархии. И один из них мой друг, там мы знаем друг друга, не знаю, лет 20, если не больше. Они служат в храме в тюрьме, в Лукишках. Там есть такая тюрьма в Вильнюсе, которая закрылась сравнительно недавно, а построена была еще на Царский острог, поэтому там был домовый храм в этой тюрьме, еще со времен там, конца XIX века. Сейчас это здание тюрьмы там у них превращается в такое креативное пространство, там лофты, там какие-то музеи, экскурсии. В храме был, ну, когда это была тюрьма, там был этот актовый зал. Им не отдали этот храм совсем, но их туда пускают служить. Я могу ездить туда, там, на праздники, например, или когда я оказываюсь в Вильнюсе по там, своим нуждам, там, я, конечно, хожу на службу. Я могу поехать в Париж к отцу Алексею, который теперь служит в храме Знамени Божьей Матери на Экзельманс. В Париже есть еще один очень хороший приход. В общем, там с этим неплохо. Или вот есть протоиерей Андрей Кордочкин, который служит в городе Тильбург в Голландии. То есть у меня есть какие-то варианты, ну, скажем так, несколько раз в год участвовать в литургии как-то мне, честно, достаточно. Но вас не смущает, как прихожанку, наличие или отсутствие у священника, одобренного церковным верховенством сана? Ну, Московской патриархии. Нет, Московская патриархия меня вообще никак не смущает, но они же все в Константинопольском патриархате. Это вполне законно. А почему тогда сами священники так тяжело переживают вот это вот изгнание, скажем, да, из, как они говорят в частных разговорах, из лона Матери Церкви? Смотрите, патриарх Варфоломей, собственно, который Константинопольский патриарх, он же не может всех принимать. Так. Ну, то есть это не так, что ты уволился, переложил трудовую книжку. Это довольно сложный процесс. Во-первых, у тебя должно быть вот это вот решение церковного суда там, о том, что тебя извергли из сана, ну, на таком-то основании. Ты ушел из одного театра, пошел в другой. Ну, нет, вот... нет, так не работает. Если пошел в другой, то, конечно, у тебя, чтобы пойти в другой, там нет никаких гарантий, что тебя в этом другом примут. Я сейчас договорю про Варфоломея. Да, давайте. Да? То есть и дальше Синод Константинопольского патриархата это дело рассматривает. И если он там находит основания для того, что, ну, что это было незаконное извержение сана, ну, как прям в случае Минского там прям было сказано по политическим мотивам, он может отменить решение Московского этого церковного суда. Москва этого не принимает, ну, потому что Варфоломей и вообще Вселенский патриархат, они считают, что у них есть некоторое первенство и привилегии, да, вот среди всех православных церквей. Москва это оспаривает, и для них это как бы не считается. Москва считает, что они главнее. Ну, Москва считает, что нет. Ну, Москва не может восстановить священника, лишенного сана в Греции где-нибудь. Ну, в смысле, там, греческого священника. А если греческого священника лишили сана в Греции, он приехал в Москву, Москва может его взять? Нет. Окей. Ну, то есть, я не знаю, может быть, сейчас какая-нибудь такая светлая мысль придет кому-нибудь в голову. Честно говоря, с трудом себе воображаю этого грека, который поедет в Москву. Всякое бывает. И за что же его тогда лишили-то там сана? Там же все-таки соблюдают какие-то законы. Тогда сана могут лишить за какое-то моральное поведение, да, если он там, ну, что-то страшное совершил, действительно, потому что это уже крайняя форма, это довольно редко должно применяться. Удивительно, что сейчас это фактически на поток поставлено Московской патриархии, такого вообще никогда не было. Потому что это прям крайний случай, там достаточно запретить, отстранить от служения, отправить за штат, там есть много вариантов, но чтобы лишить сана, ну, дальше только анафеме передать, как они с Глебом Якуниным поступили в свое время. И, кроме того, патриарх Варфоломей не может тебя просто восстановить в сане. Он должен тебя восстановить, зная, где ты будешь служить. В случае там, отца Алексея действительно во Франции, в этом храме на Экзельманс, была нужда в священнике, потому что там настоятель, отец Владимир Егелла, он там один, и он очень пожилой, а количество прихожан там в связи со всеми этими перетрубациями и миграциями нашими новыми очень увеличилось. Поэтому ему нужен был второй священник, а отец Алексей прекрасно говорит по-французски, он учитель французского по образованию. Поэтому, конечно, он туда прям попал как в идеальное место, как бы для него созданное. Отец Иоанн Коваль, который первый улетел, вот, и сбежал, потому что его могли буквально посадить, и первый, кого лишили сана из-за нечтения молитвы буквально, он был вообще никому не известен. Скромный, тихий музыкант, он классический музыкант по образованию. Для него нашлось место в Анталии. Это помогло ему сделать ВНЖ, например. Но мест таких очень мало, и для большинства их нет. Кроме того, священники не знают языков, ну, как правило.
Есть большие сложности с документами, потому что у тебя нет официального рабочего места, ты не можешь переехать в страну, тебе должны быть какие-то визы. Не все могут уехать из России, там у кого-то, не знаю, там больные родственники, много детей, нет денег, это все очень сложно. Поэтому, конечно, они боятся, потому что, с одной стороны, это уже политическое заявление, то есть когда церковь лишает сана, помимо всего прочего, это вот такой буквально «он не наш», делайте с ним что хотите. Вот у нас тут есть дела о фейках заводите, о дискредитации, что хотите, то и делайте. Мы уже к нему отношения не имеем, нам он репутацию не испортит. То есть все, что есть типа... церковный иммунитет кончается, да? Как вот типа того, депутатский, да. ну вот церковный. Ну, типа того, да. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, для них это крушение всей жизни. Это невозможность быть тем, кто ты есть. Все-таки священник – это не просто профессия, но это все-таки некоторая идентичность. Это твой стержень. Это то, что ты про себя в том числе думаешь. И тебе нужно... Вот ты просыпаешься, и тебе нужен... Больше ты не священник, а ты кто? Вот это для меня как раз важный вопрос и есть. А ты можешь быть только священником Русской Православной Церкви, которая имеет отношение к Московской Патриархии. Ну, если ты в России, то, в общем, да. В конечном-то итоге священник служит Богу, а не церкви. Или я ошибаюсь? Это надо священнику спрашивать. А вы как думаете? Ну, конечно, Богу. Это правда. Но у нас есть вот эта вертикальная реальность, а есть та, куда он поставлен Богом, собственно, служить. То есть он все-таки относится к исторической земной реальности вот здесь. И его паства, которому Бог доверил, это вот эти люди. То есть он сразу становится системным человеком. Ну, можно и так сказать, наверное. Это очень сложная, на самом деле, такой треугольник, Да. что у тебя есть ты, священник, у тебя есть твоя паства, то есть люди, которые от тебя, в общем, зависят, хотя это их добровольное решение, и у тебя есть иерархия, церковное начальство. И вот в этом треугольнике отношения, они довольно странные. Плюс к этому у тебя есть государственная власть еще отдельно, и всякое там, что связано с твоей жизнью вообще в стране, как гражданина. И есть вот это вертикальное измерение, что ты вообще-то все это делаешь перед Богом, и надо бы не забывать вообще-то, с чего все начиналось, и ради чего все это. И, в общем, это довольно сложно каждый день балансировать в этой конструкции, особенно когда как минимум два звена там очень подгнившие, скажем, мягко. Это одно из самых классных мест на Земле – набережная Тель-Авива. И лучшее место для того, чтобы рассказать о том, что в июне целую неделю я буду здесь со своим стендапом, в котором будет много смешного, немного душещипательного и, конечно же, очень много личного. А до этого в мае я приеду 14 и 15 в Цюрих и Женеву, 23 в Таллин и 29 в Белград. Вот здесь полное расписание всех моих выступлений. А в описании к этому выпуску ссылка на то, как купить билет. Приходите. Увидимся. Дрогнула ли ваша вера в 22-м году? Моя церковность, я бы сказала, дрогнула несколько. Потому что... Все-таки для вас это разделенные вещи. Ну, вот, наверное, частично, да. Я никогда это так подробно не анализировала, чтобы прям вот зафиксировать. Ну, во-первых, я, конечно, поняла, что вот в те безумные дни в Москве, которые вот после начала войны были, между началом войны и моим отъездом. Еще было начало Великого Поста. Я, конечно, бегала к отцу Алексею в хохлы там на воскресные службы, и отец Алексей, конечно, я очень запомнила, как он в проповеди, кажется, это была первая проповедь после начала войны, и он процитировал песню Гребенщикова «Господи, научи нас дышать под водой». Это так причудливо, что ты словами Гребенщикова, собственно, молишься. Это удивительно. Я не пошла на Пасху в церковь. Я была уже в Германии, я не пошла никуда, даже не хотела никуда вообще той весной. Но я смотрела трансляцию из московского прихода. Даже, кажется, не плакала. Ну, то есть это какое-то было полное отупение, потому что я не могла радоваться. Знаешь, Пасха – это радость. И многие говорили, что все же по-разному проживают. Кто-то из моих друзей, наоборот, говорит, что это единственное, что меня сейчас вообще держит. Что можно на Пасху пойти, что все-таки он воскрес. А у меня было такое чувство, не то, что я не хочу, чтобы он воскресал, боже упаси, нет, такого, конечно, не было, но я просто не хочу сейчас про это думать. Я считаю, что это, когда у тебя Мариуполь там происходит, и ты видишь здесь этих беженцев, ты с ними разговариваешь, весь этот ужас
Или даже ужас – это какое-то слово, которое слишком мягкое. Я не могла в этот момент никакую радость испытывать. То есть это страстная неделя, которая длилась очень долго. Поэтому я как-то вообще умерила свое участие в обрядовой стороне. То есть для меня это очень какие-то сейчас важные дни, но они редкие. Часто говорят, что Америка – это страна возможностей, но что конкретно имеется в виду? Для меня США – это место, где смелым, амбициозным и одаренным иммигрантам удается добиться гораздо больше того, что светило бы на родине. В конце 19 века физик Никола Тесла приехал из Сербии в Нью-Йорк с 4 центами в кармане, чемоданами полными чертежей и амбицией изменить мир. Его революционные идеи об электричестве нашли поддержку именно в Америке. Там он обзавелся меценатами, собственной лабораторией, учениками и университетами, наперебой предлагавшими работу звездному физику. Впечатляет? Ну еще бы! Благодаря современным иммиграционным программам шанс начать в США новую жизнь есть и у представителей творческих профессий, и у предпринимателей. Компания «Мигратор» поможет сделать этот шанс простым, понятным и легальным, потому что это команда профессионалов, которые много лет с успехом занимаются оформлением иммиграционных документов в США. Рабочие визы, визы инвесторов и предпринимателей. Но главная специализация «Мигратора» – это визы талантов для представителей разных профессий и сфер. И есть как минимум 3 причины для того, чтобы выбрать именно «Мигратор» своим проводником в Америку. Во-первых, они работают честно. И если у вас нет шансов на визу, вам об этом прямо скажут на первой бесплатной встрече. Во-вторых, они дают гарантию результата. Это уникальная услуга на российском рынке. И если ваша петиция на визу будет отклонена, компания полностью вернет деньги. И, наконец, опыт. В «Мигратор» работают адвокаты с американской лицензией, средний стаж которых 15 лет. У сервиса больше 95% успешных кейсов. И это не просто цифры, это реальные люди, которые с помощью «Мигратор» уже живут и работают в США. Они на собственном опыте убедились, что удача благоволит смелым. Тогда почему бы именно вашему кейсу не стать новой главой в истории успешных переездов с «Мигратор»? Для начала воспользуйтесь QR-кодом на экране или ссылкой в описании к этому выпуску и просто оставьте заявку на первую бесплатную консультацию со специалистом. Ведь иногда для большой перемены нужен всего лишь один простой и маленький шаг. Так сделайте его вместе с «Мигратор». Зная, как устроена Русская Православная Церковь изнутри, но тем не менее, видимо, как православный человек имею надежду, как вы думаете, могла ли церковь восстать против войны и послушал бы ее президент Путин? Она, конечно, могла, потому что Господь нам дал свободу воли. Поэтому в любой момент поступить по совести можно. Как мы видим по тем священникам, которые подписывали антивоенное письмо. Это было уже очень опасно, потому что предыдущее письмо в 2019 году про заключенных к московскому делу, там, к многим, кто его подписывал, их вызывали на беседу в соответствующей инстанции. Ну и вообще было понятно, что там есть последствия, что они все на карандаше, что в личном деле в епархиях все лежит, и если нужно, это все достанут. Я помню, что один из них еще в 2019 году писал объяснительную записку своему архиерею, почему он подписал это письмо без благословения. И он написал, я прям видела фотографию, я подписал открытое письмо в поддержку арестованных по московскому делу, потому что для того, чтобы поступать по совести, не надо спрашивать разрешения. Патриарху Кириллу, чтобы поступить по совести, тоже не надо было спрашивать разрешения президента Путина. А зная его характер, он мог? Чем он рисковал? Ну, я думаю, что он, конечно, не мог, но дело не в характере, а просто во всей судьбе. По характеру, может, и мог бы. В чем еще ценность христианства? Что каждый человек может в последний момент, в любой момент сделать тот выбор, который все перевернет и изменит, который его там сделает святым, условно говоря. Вот он был такой-сякой разыдокий, а потом он вышел и сказал против неправды, и Господь его спас. То есть у каждого есть вот этот, пока человек жив, у него есть свобода воли. То есть мог ли он? Физически он мог, он не немой, у него... И это бы имело эффект. На общество это бы, конечно, имело. Может быть, это не остановило бы войну,
Мы не знаем. Уж Путин явно не стал бы его слушать. Но это создало бы всем большие проблемы. Высокие чиновники богобоязненны, по крайней мере, внешне. Они богобоязненны, они не патриархобоязненны. Молитва о Святой Руси, в которой есть слово «победа», которая обязательно сейчас к чтению после литургии, правильно я понимаю? Да. И которая, в общем, даже и не молитва, а как будто какое-то заклинание на войну. Это попытка замешать всех священников в то, что делает сейчас государство. И какой-то такой вот знак того, что вы все равно в политике уже. Да, конечно. Вы знаете, не нужно имен, но вы знаете, что все еще есть священники в России, которые не читают? Конечно, их много. А что им вообще угрожает? Но если прихожане донесут, То или есть если доносят прихожане всегда? чаще всего, да, но не всегда. Иногда там, наоборот, какие-то проверки, зная настроение. Если это станет известно, и архиерею придется на это как-то реагировать, дальше зависит от отношений с архиереем и от того, какой он. Ну, зависит от того, в каком городе этот священник служит. Если хорошие отношения, там и так все знают, кто каких взглядов придерживается. И кого-то, я знаю, что прикрывают епископы, например, или благочинные. Говорят, ты только не светись, тихо все. Вот вы там собираетесь 10 человек раз в неделю, молебен на мире служите тихо. Не надо привлекать внимание санитаров. То есть пока это не всплывает в публичное пространство или пока не начинают ходить слухи, там стук какой-то активный, можно ничего не делать. А для прихожан, ну, с вашей точки зрения, что важнее? Чтобы их батюшка оказался перед этим человеком? Или чтобы тихо, мирно, все гладко было в приходе? Представления о порядочности у всех разные. Для многих порядочность – это поддерживать государство, наших ребят, плести сети маскировочные на приходах, массово плетут сети. Еще окопные свечи делают. Они могут плести, но ведь есть же Евангелие, и есть там есть короткая версия 10 заповедей, да? Слушайте, ну там столько интерпретаций существует в разных совершенно формах. Ну как-то же они это богословие войны сейчас сформулировали. Ну, они все время, да, ссылаются на то, что Христос воин. Да, и Христос воин, и святых воинов много, что тоже, на самом деле, вопрос, кого из них и за что канонизировали. Того же Александра Невского вообще канонизировали как монаха изначально, потому что он принял схему перед смертью с именем Алексей. Потом уже это все наслоилось, разные традиции почитания, и сейчас вообще нас в лике Александра Невского почитают актер Черкасова. В общем. Что, правда? Ну, конечно, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет, это же из кино. К историческому персонажу это имеет весьма косвенное отношение, и к тому его в разные эпохи почитали по-разному. И, конечно, прихожане есть такие патриотические настроения. Они же доносы пишут не потому, что я сейчас такой плохой и донесу. Ну, они же обращаются к своим батюшкам. Помолчи, давай тихонько. Они наоборот считают, что они хорошие, и что они этими доносами совершают добро. Так ходи в другой храм. Ну, это мы с вами так думаем. Они считают, что нужно и в этом навести порядок. Обличить неправду, да, как они ее понимают. В этом и есть трагедия. Это не то, что там собрались какие-то злобные, противные людишки, которые говорят, как бы нагадить вот этому батюшке. Нет, они считают, что они церковь защищают от предателей. Идея идти в другой храм, не пускай его заберут, а нам хорошего поставят. Правильного, который с георгиевской ленточкой на кресте прям повязанный. Почему церковь поддерживает войну? Потому что она очень хочет быть полезной путинскому государству, потому что это государство ее защищает от людей, от кощунств, оскорблений, гонений и всего остального. И потому что в церкви считается, что то, что хорошо для простоты, скажем, церковной корпорации, то и есть добро. Путинское государство, очевидно, хорошо, потому что помогает, защищает, продвигает. Даже в Конституцию, слава богу, внесли. А нуждается ли церковь в государственной защите? Если спросить тех, кто ей руководит, они, конечно, скажут, что нуждается. Вот этот момент единения церкви и государства сейчас для России уникальный или так уже было? Может, оно и было. Но, во-первых, совершенно не обязательно повторять, что было. Потому что вообще-то в христианстве понятие об истории, там нет цикличности, там нет этого вечного возвращения. Это линейное развитие. От, собственно, сотворения мира к его концу, к страшному суду через апокалипсис. Нигде не написано, что вы должны делать так, как делали ваши предки. В принципе, изначально христианство там, в Римской империи долгое время это была довольно прогрессивная сила, скажем так. Архитектурные инновации, книгопечатание,
Ну, все на свете. Оно было изначально в церкви и вместе с церковью, адекватно ей. И развивалось вместе с человечеством. А потом что-то пошло не так. Человечество пошло развиваться дальше, а церковь почему-то решила, что надо все время воспроизводить какие-то былые формы, реконструировать вот это прошлое, которое якобы было каким-то золотым веком. До эпохи Просвещения, до какого-то отделения церкви от государства, до французской революции, я не знаю. Но вот этот вот культ архаики и желание реконструировать, воссоздать какой-то идеальный мир на основе прошлого, это, конечно, в общем, из христианской традиции никак не следует. Да, были периоды в истории, особенно в Византии, когда вот, похожие были отношения церкви и государства. Но, собственно, природа власти поменялась с тех пор. И общество человеческое поменялось. И запрос у людей к церкви какие-то другие. А она постоянно продолжает именем Божьим насаждать вот это вот воспроизведение тех отношений, которые были. Но я слышала от многих священников, в том числе аргумент того, что они там, стиснув зубы, начитают эту молитву и выполняют там некоторые требования вышестоящих иерархов для того, чтобы сохранить приход. Что значит сохранить приход? Это самый большой вопрос всегда. Но это то же самое, что сохранить театр, то же самое, что я проживала сохранить университет, то же самое, что проживали больше десятка журналистских коллективов, когда сохраняли редакции. Вопрос в том, что мы сохраняем. Мы сохраняем иллюзию того, что можем жить как раньше, и мы сохраняем вывеску. Но внутри совершенно другое содержание. А зачем ты тогда ее сохраняешь? Это уже все переродилось. То же самое с приходом. Если у тебя священник, который отступает от правды, предает Христа, буквально, это же так называется, когда ты знаешь правду, но молчишь ради сохранения. А что ты тогда им проповедуешь и что ты сохраняешь? Вот такую модель поведения? Это странно. А как бы вы зачем к нему пришли, к этому священнику? Наверное, потому что он проповедовал вам Евангелие, то, что там написано, блаженны жаждущие, алчущие правды, блаженны миротворцы, блаженны нищие духом. И если он отступает от этого, то он просто себя, во-первых, предает. И вас он в конечном итоге тоже предает. Зато вы сохраняете здание, куда вы можете приходить раз в неделю. Просто потому, что вы его очень любили, вы там много прожили вместе. Это очень ценный опыт, безусловно. Это большая часть жизни. И для людей, конечно, это всегда трагедия, когда вот этот дом разрушается. Но это неминуемо, и виноват в этом вовсе не священник. А есть какая-то такая вот картинка, какая-то визуализация, да, того, что произошло для вас с Русской Православной Церковью, вот, начиная с 22 года? Это крещение, конечно, в пакетах для трупов. Использование в качестве крещальной купели пакетов для 200-х, так называемых, это, конечно, символ, который потрясает воображение, безусловно. Священники на мотоциклах там с какими-то этими зетками нарисованными, в общем, это из той же серии. У меня не было какого-то одного символа. Была совершенно, тоже такая символическая история, когда в числе военнопленных обменяли украинского епископа Украинской Православной Церкви Анафана, которого патриарх, всячески принимал и сочувствовал его коллаборантскому несчастью. Одна из таких символических картинок, которых целую сотню можно считать. Храм в парке Патриот. Они его осветили в 2020 году. Конечно, теперь это совсем зловеще выглядит, что это было вот в преддверии этой большой войны. Они его построили, это капище с какими-то там нумерологическими заложенными какими-то символическими цифрами, что совсем противоречит любой вообще христианской традиции. Там какой-то, я сейчас точно наизусть не помню всю эту математику, но там диаметр купола соответствовал каким-то там дням Великой Отечественной войны, количество ступеней соответствовало там, условно говоря, дням блокады. А вот это вот привнесение язычества, не только языческого, а очень разного, мистического, в нехорошем смысле этого слова, выпивание крови из рогов разных диких животных, обрядовость, все это замешано в православие. Это угрожает как целостности? Нет, это к православию, конечно, не имеет никакого отношения, даже к обрядовому православию, потому что оно все-таки вот какими-то кровожадными вещами все-таки не занималось. Там были какие-то суеверия, там какие-то эти магические предметы. Жертвоприношения заканчиваются в Ветхом Завете. Да. В Новом Завете у нас бескровная жертва, конечно.
Это их какие-то языческие, отдельные, мистические, магические ритуалы, которые они совершают без помощи Ну, то есть вот церковного эта вся руководства. нумерология. Да, это все какая-то, просто от невежества. Там, конечно, нет никакой стройной за этим, условно говоря, какого-то языческого богословия или там магического Система подготовки к какого-то встрече там- Антихриста. Нет, я все-таки не думаю, что это была какая-то система. Я думаю, что это все от какого-то невежества, от рвения. Хотя им, конечно, хочется вот этот культ победы как-то встроить с точки зрения изучения мифологии, там всех этих практик, в том числе языческих. Конечно, это можно воспроизвести из каких-то очень древних, таких совершенно хтонических ритуалов и смыслов. Да, то есть, это, конечно, очень завязано просто на том, как человеческая психика работает. Все это магическое мышление, оно на самом деле имеет какие-то психологические корни, которые, конечно, воспроизводятся там на протяжении столетий в разных формах. Но, собственно, христианство, оно как раз было в этом смысле не религией изначально. Оно шло против религии, против этого римского язычества в том числе. Именно в этом. Оно освобождало от этого магического мышления в том числе. И давал человеку и свободу воли, и мораль, и многие другие полезные вещи. Теперь как бы это Теперь все всё наоборот, возвращается, да, и возвращается и магическое мышление, и несвобода И все воли. это используя обертку христианства. Если отстраниться от этого, смотреть на это с такой сугубо холодной исследовательской позиции, то это, конечно, очень интересные процессы, которые было бы интересно именно научным методом исследовать, потому что сейчас, конечно, этим совершенно невозможно заниматься, но это вот к антропологам, наша задача. Ваша книжка, у которой, я так понимаю, что до сих пор нет названия. Ну да, мы в процессе. Есть топ-3? Давайте сейчас скажем, а когда уже выйдет интервью, мы будем знать название книжки, мы подчеркнем то, какое вышло. Изначально у нее было рабочее название в преддвериях ада. Неплохо. At the Gates of Hell, собственно, буквально. Потому что, когда я начинала писать, это был еще очень, весь этот ужас от того, что церковь поддерживает войну, это был еще там конец 22 года, например. И казалось, что я в ней рассказываю о том, как церковь от так называемого церковного возрождения, которое началось вместе с перестройкой, когда у нее были все возможности абсолютно переформатировать свои отношения с государством и с обществом, как путем компромиссов, отказов, страха, каких-то разных рода решений, куда вливались там судьбы разных людей, как это в итоге привело к поддержке самой кровавой войны в Европе после Второй мировой, буквально к благословению на убийство. Была задача его как бы описать, как это получилось, осмыслить. Вот. Но в процессе работы и воспоминаний о том, как все это было, мне было очень важно показать там людей. Что это не просто процессы, не просто какая-то церковь как институт и государство как институт, власть как репрессивная машина и так далее. Мне было важно показать именно то, как люди принимали эти решения, как их судьбы вливались в эту историю. И когда ты начинаешь заниматься конкретными судьбами, не хочется, чтобы в книжке, в которой есть рассказ про отца Александра Меня, про отца Алексея Уминского, где упоминаются священники, которые подписывали, в общем, рискуя своими семьями, открытые письма по поводу московского дела и политзаключенных, и по поводу войны, собственно говоря. Но не хочется их всех под обложкой со словом «ад». И вот теперь мы там придумываем какие-то разные каламбуры вместе с моим редактором Александром Горбачевым. Но что-то пока там и не сдвинулись. А в какой момент вы про себя поняли, что вы православный человек? Ой, у меня как-то это все было безболезненно и постепенно. То есть, с одной стороны, могу сказать, что я как бы в детстве это поняла. Просто потому, что у меня мама работала гидом-переводчиком. То есть она водила экскурсии французов и итальянцев, которые приезжали в Москву и так далее. Периодически меня с собой брали, в частности, там в Лавру, тогда еще это был Загорск, много куда еще. И у меня вот это какое-то чувство, которое возникает от икон, и вот этот интерес, он у меня был, собственно, с детства. Параллельно в моей жизни там был бесконечный Пушкинский музей, Третьяковка там была закрыта на ремонт в это время. Потом ее открыли, мама меня брала с собой на лекции, я уже была подростком. Там для гидов есть специальные курсы. И мама решила, что раз мне так интересно, то можно с ней походить и послушать. То есть у меня как-то началось скорее с какого-то эстетического, и плюс вся эта тема с Древней Русью. Я всегда читала там все, что было
про экспедиции новгородские, про грамоты. Сама читала Карамзина зачем-то лет в 10. Но какой-то вот у меня такой был заход. Я бы сказала, такой вполне традиционалистский, знаете, как эти... Русская партия была такая при советской власти. Людей, которые там стали... Там была частично диссидентская, частично вполне номенклатурная. Они тоже начали с того, что иконы стали спасать по храмам, вот эти вот разрушенные, и историей Древней Руси интересоваться. Потом у нас возле дома стали восстанавливать церковь. Мы туда с подружкой ходили, потому что любопытно. Но это было вместе со всем этим вот праздником 90-х. Нами это воспринималось так. Тебе включили цветное кино. Что вот оно было черно-белое. Там садик, крейсер «Аврора», эти банты капроновые, этот унылый ассортимент в магазинах. Мама, значит, там из бурды что-то кроит, чтобы тебе было что надеть. Стоим в очереди бесконечной там за спинками Минтая с бабушкой. А потом вдруг все появляется. Иностранные вещи, и книги, эти развалы бесконечные, можно читать все что угодно. Есть музыка, мы же стали слушать там всю эту там Майкла Джексона, Сандру, я не знаю, там все на свете, рок. Потом в этом же пакете стали восстанавливать церковь. И вот вся эта история хлынула про Россию, которую мы потеряли. Про царскую семью, мы там читали какие-то книжки про этих принцесс, про вообще вот всю эту, про революцию, про дореволюционную жизнь, эти репринтные издания, там Чарскую бабушка мне в деревне на чердаке откопала. И вот в этом всем мне попалась детская Библия. Вот такая синенькая, глянцевая тогда продавали. А потом я поняла, что детской недостаточно, надо читать настоящую. Это единственный раз, когда я от начала до конца прочла Ветхий Завет. И я по 10 страниц я себе положила читать перед сном. И читала вот это все сплошняком, ничего не понимая про все эти там описания Скинии Завета, Иисус Навин этот кровавый. В общем, все подряд. Очень подробно. Но потому что раз я образованный человек, раз я этим интересуюсь, мне надо знать. Это у меня вообще был интересный заход, потому что мы с подружкой, опять же, ходили, что-то гуляли, и нам встретились эти проповедники протестантские, которые раздавали листовки, и они очень интересно разговаривали. И мы пошли на Билли Грэма, кажется, это был Кремлевский дворец съездов, а потом мы пошли в баптистскую воскресную школу. И 2 года мы туда ходили по воскресеньям к баптистам. Главное, что мы там учили, это текст Евангелия. Я им очень благодарна за то, что я, в общем, опять же, редко я вычитала так прилежно, как в те годы. Мы там что-то обсуждали, опять же, этот навык дискутировать. И мне всегда казалось, что православие, ну, конечно, гораздо глубже. С этой вот с этими иконами, вот вся эта Древняя Русь, и богословские какие-то вещи, я уже тогда что-то понимала. Но текст и вот этот навык о нем говорить у них, конечно, был очень... Прям я им очень за это благодарна. И потом я уже, поступив на журфак, там было отделение религиозной журналистики. Этот поворот меня поразил в вашей биографии. Это факт. Но к тому моменту, когда я поступила, оно уже как бы закрылось. То есть туда не было набора как на специализацию. И это как раз открыл Кураев еще там в начале тоже 90-х. И я ходила туда на спецкурсы, а это было радио София, которое снимало помещение как раз на журфаке. И это было такое христианское радио, там были католики, православные. Ну и, не знаю, как это сказать, они такие были... прогрессивные. Один из спецкурсов вел, собственно, отец Георгий Чистяков, который был... Великий человек. Да. Он был, с одной стороны, из круга протоиерея Александра Меня, которого, к сожалению, не застала, но мои родители читали. Я помню эту книгу «Сын человеческий» еще в самоиздате. Но это, опять же, было в рамках общей культурной программы, что интеллигентный человек должен это знать. И отец Георгий, помимо того, что он был абсолютно энциклопедически образованный, и такой человек мира, совершенно, в культурном смысле, он ходил в детскую больницу. Вот, РДКБ. В РДКБ, да, потому что это группа милосердия, которую начинал отец Александр Мень. Он туда приехал, отец Александр, еще там в конце 80-х, когда там был просто ад. Огромное такое здание серое, как фабрика. Там, значит, крашеной масляной краской внутри стены, это окраина Москвы. И там просто умирали дети. Отец Александр, соприкоснувшись с этим, он стал туда ходить и организовал группу прихожан, которым помогали. И, собственно, с этого вообще началась в России вся благотворительность. Потому что и фонд «Подари жизнь» вырос из этой группы милосердия. И многие другие инициативы. И вот отец Георгий Чистяков, собственно, продолжал это его делать. Потому что отец Александр совсем недолго этим занимался. Его очень вскоре убили.
А дело продолжилось, развивалось. И отец Георгий вот тоже ездил, он приезжал к нам на семинары, опаздывая всегда, и говорил, что я вот из больницы. Я не могу сказать, что меня это тогда сильно трогало, потому что у нас была такая яркая жизнь, там, с АГИ, с какими-то тусовками, с бесконечной этой журналистской жизнью. Но как-то мне это западало, потому что для меня отец Георгий не был никаким великим. Это вот препод. То есть я сначала совершенно не отдупляла, как вообще, что это такое, и поэтому я его помню очень хорошо по-человечески, хотя мы с ним совсем мало общались. Потом уже спустя несколько лет я сдавала кровь как раз для девочки, которая умирала, и умерла в итоге, да, вот РДКБ. И у нас сложились какие-то отношения с ее родителями, потому что когда ты лежишь 3 часа и тебе берут эти гранулоциты, то почему-то родители считают, что они так тебе благодарны, что они тебя должны развлекать. Ну, потому что тогда было очень мало доноров крови и ее компонентов. Ну и да, это был каждый человек 2005 да, год, был у меня на еще вес была золота. 4-я отрицательная группа. Ну, тем более. А там нужна была именно конкретно группа в группу. И мне было ужасно неловко, что они меня... Ну, у них там, ты прекрасная девочка, и у них еще младший ребенок был. Я говорю, слушайте, я посижу, мне не трудно, я же не сбегу уже отсюда. Они какие-то были очень сердечные люди. И, в общем, когда она умерла, они меня позвали на отпевание. И отец Георгий отпевал. Меня это, конечно, очень сильно пробило. Но вот то, что он, как он говорил с людьми, потерявшими ребенка, он совершенно без всякой позы, абсолютно искренне сам в этот момент был потерявшим ребенка. Вот он их утешал, и даже не то, чтобы он очень активно утешал, он просто с ними был в этом горе. У меня уже был маленький ребенок к тому времени, и для меня это было вообще какое-то, ну, совершенно невыносимое что-то. И, в общем, это произвело на меня очень сильное впечатление, вот именно как отец Георгий это вообще держался с ними, и вот это соприсутствие всех в этот момент с этими людьми, с этой маленькой девочкой, которая там лежала в гробу, так намучившись перед этим. То есть это был мистический опыт. Я не люблю вот эти все громкие определения, но для меня это был важный опыт. Я что-то поняла в этот момент, вот когда ты понимаешь не головой, а как бы всей собой. Это действительно такие моменты в жизни бывают редко, но они бывают. Потом как-то так уже получилось, что у меня это переплелось с работой, потому что я из какого-то упрямства стала этим заниматься именно как журналист. Это, конечно, все надо мной смеялись. Все это мои просто друзья. удивительно до того периода, Да. когда можно было заниматься Что ты и занимаешься политикой, какой-то и это, ерундой. да. Вот, но потому что у нас была как раз очень такая большая компания, именно журналистская, все были очень амбициозные, молодые, все работали, там, «Коммерсант», НТВ, «Новая газета», мы все вместе тусовались. Ну, надо мной, конечно, все ржали. Но это было просто... Типа, ну что ты со своими попами? Я говорю, мне интересно. Человек, который разбирается и пишет о Русской Православной Церкви, должен быть верующим? Это хороший вопрос. Мне кажется, что да. Ну, то есть тут же ты не будешь мерить с линейкой какую-то там интенсивность личных, внутренних каких-то переживаний, убеждений. Это же тоже в течение жизни меняется. Но это не конфликт интересов? Нет. Иметь этот опыт важен для того, чтобы понимать, о чем все это вообще. Потому что тут невозможно смотреть совсем со стороны. Ну, то есть, на самом деле, если ты пишешь, там, не знаю, про экономику, ты все-таки тоже должен иметь какое-то экономическое образование, например. Тебе должно быть все равно интересно, тебя это должно лично затрагивать, потому что ну, вот у тебя такой склад личности, что ты вот это все понимаешь и чувствуешь. Тут мало иметь просто какую-то натасканность, чтобы быть действительно хорошим журналистом или аналитиком. А здесь ты тоже должен просто понимать, о чем это все, во-первых. Во-вторых, я не очень понимаю, как это можно совсем со стороны качественно анализировать. То есть ты здесь либо ты заточен на то, чтобы понять и рассказать, как это было у меня, либо тогда должен это ненавидеть и хотеть разоблачать. Вот мне кажется, тут нет другого варианта, честно говоря. То есть вы за понять? Я за объяснить. Ну, ты понял и объяснил. Ты все равно посредник, коммуникатор. Я перевожу с этого непонятного языка на общепонятный. Говорю, слушайте, ребят, там правда интересно. То, что с 2002 по 2009, если не ошибаюсь, вы работали в издательском доме Московской Патриархии, правильно? По 15-й даже. То есть целых 13 лет получается? Ну да. Вам помогает понимать те механизмы, которые работают внутри Русской Православной Церкви? Ну да, безусловно. Я была редактором, собственно говоря, ну, по крайней мере, должность у меня была такая. У меня никогда не было одной работы, потому что я параллельно еще защищала диссертацию, я занималась там русской журналистикой. У вас тема диссертации, да, коммуникации. Тоже про религиозные организации. Работала периодически еще в каких-то независимых православных проектах. Там, ну, я успела там на «Православие мира» отметиться в качестве редактора. Возглавлять сайт «Татьянин день» у меня был такой заход, вот, странный, длиной в год. Я работала с Александром Архангельским
На канале «Культура» мы делали документальные фильмы. Ну да, у меня трудовая книжка лежала в издательстве Московской Патриархии. Я работала там редактором, я была пресс-секретарем на нескольких крупных церковных мероприятиях, там, в частности, Богословская конференция, которая там раз в 2 года проходила. Такое самое интеллектуальное было церковное событие. И мне было ужасно интересно заниматься там именно вот этой вот работой с журналистами, потому что туда приходили журналисты совершенно, там, из «Коммерсанта», из «Огонька», из «Новой газеты» и так далее. И надо было им как-то объяснить, о чем вообще здесь речь идет. Подводить их там к правильным спикерам. Учитывая, что мне там было 20 с небольшим лет, когда это все началось, это было очень правильно, познавательно. И без этого опыта ничего бы не получилось, и не было бы тех знакомств, которые у меня остались. Потому что тут же еще важно, что есть источники. И они у тебя есть в разных и географических местах, и на разных уровнях. И есть люди, с которыми у меня очень теплые отношения, которые мне очень помогли, в частности, при работе над книжкой, которые в разные годы тоже соприкасались с разных сторон с этой системой, причем как в России, так и в Украине. И которые соглашались со мной поговорить. Но всегда есть люди, которым ты можешь позвонить и сказать: слушай, а ты помнишь, мы с тобой там в таком-то году разговаривали с таким-то епископом? А вот он точно сказал так, как я помню. Ты как помнишь? Но вот для людей, которые не успели проработать внутри, и для людей, которые смотрят на православную церковь со стороны или со стороны прихода, или просто совсем уж со стороны, то есть снаружи, как бы вы описали хотя бы в общих чертах те механизмы, которые действуют в бюрократическом аппарате церкви, чтобы вот сейчас нам лучше понимать те решения, которые принимаются внутри церкви, которые влияют на ее восприятие нами? Знаете, я вам так скажу. Когда я попала на работу в высшее образование, и когда я слышала то, что мне рассказывают мои там друзья про то, что происходит в каких-то других больших институтах, институциях политических, управленческих, там, в редакциях каких-то. Для меня это все было очень узнаваемо, потому что это, знаете, как вот сейчас говорят, что вот то, что в Беларуси сейчас, то у нас будет через 5 лет. Вот то, что в церкви было тогда, стало везде через 5 лет. То есть я уже была готова. Я видела много людей, которые занимаются подхалимажем, которые идут на компромиссы, которые друг друга топят. Я видела очень много случаев, когда законы, в том числе каноны, не соблюдаются. В том числе и верховными иерархами. Да. А логика, как бы чего ни вышло, вот она была мне очень знакома. Поэтому у меня стрессоустойчивость сильно повышена, потому что ты уже узнаешь, у тебя нейронные связи уже сформированы. И ты сразу чувствуешь, вот здесь от нас хотят какого-то странного компромисса. Кажется, туда идти не надо, потому что я помню, как в аналогичных случаях действовали люди, из которых потом ничего хорошего не вышло. Я застала еще эпоху патриарха Алексия. Там тоже было много каких-то диких историй. Например, совершенно позорная история с Георгием Кочетковым, священником, и его братством. Я небольшой поклонник того, что делает отец Георгий Кочетков, но то, как с ним обошлись в 90-е годы, это была такая нездоровая конкурентная борьба. Его просто вытеснили очень жестко, и патриарх Алексий утвердил это решение. Там была специально созвана какое-то судилище под названием Богословская конференция, где его бывшие друзья там по церковному подполью его там клеймили. В общем, это было что-то совершенно безобразное. Считается, что один из интересантов этой истории митрополит Тихон Шевкунов? Нет, у него была довольно локальная роль. Основные интересанты были круг Свято-Тихоновского института, там протоиерей Владимир Воробьев, Аркадий Шатов, который потом стал епископом Пантелеймоном, и вот этот круг, так называемый братство Всемилостивого Спаса у них было. Это тоже из таких диссидентствующих священников, это крупные московские духовники, и это они это организовали. Дмитрий Смирнов такой был очень известный, которого называли протоиерей всей Москвы, потому что у него был настоятелем 8 храмов в какой-то момент. Вот это они его задавили. А Шевкунов, он тогда был молодой, Тихон. Его просто назначили практически случайно в этот Сретенский монастырь, где уже была община Кочеткова. И ему ничего не оставалось, как их оттуда выселить. Другое дело, какими методами он пользовался. Что там были черносотенцы с нагайками и вообще какой-то страшный ужас. Ему просто помещение было нужно. Nothing personal. Патриарх Алексей это все утверждал. И, в общем, это к тому, что нельзя сказать, что он был страшным душкой. Но то, что при нем все-таки вся эта бюрократия носила какой-то более домашний провинциальный вид, имела такой какой-то благообразный порядок,
Мне совершенно очевидно, что к нему, например, можно было человеку, с которым он знаком, подойти на улице. Вот он шел из своего там кабинета к машине. Можно было подойти, что-то спросить, и он тебе просто по-человечески сказал: ну, сделай, да, благословляю. Ну, там какие-то церковные сотрудники, например. Конечно, там были какие-то тоже интриги, какие-то тоже все. Но это было какое-то менее кровожадное, более домашнее, одушевленное, что ли. А при Кирилле это все превратилось в какую-то машинку, причем часто совсем неэффективно, но при этом очень забюрократизированно, абсолютно бездушно. Вы сталкивались с проявлениями цензуры? Ну, там скорее самоцензура. Но идеи, что можно в церковных изданиях писать, что хочешь, ее просто изначально не было, потому что это скорее такая корпоративная пресса. Это как журнал Трансайра, ты не будешь писать плохо про Трансайра. И ровно поэтому я все время пыталась отдрейфовать куда-нибудь от журналистики в церкви, в пиар, вот в это там сопровождение мероприятий, вот это все. А журналистика занимается где-то в другом месте, где можно нормально писать и какие-то профессиональные стандарты соблюдать. Я могу сказать мою самую позорную историю личную, которую я помню. Это был, кстати, для «Прав мира» был материал. Когда был какой-то очередной юбилей отца Александра Меня, мы делали большую подборку разнообразных материалов. Я вот ездила, тогда еще была жива его вдова, я сделала с ней интервью. А потом через покойного ныне отца Виктора Григоренко, который был племянником отца Александра Меня и был настоятелем храма на месте убийства, очень красиво он построил этот храм, совершенно потрясающий. И он договорился с Михаилом Менем об интервью. А Михаил как раз был министром ЖКХ. И ты идешь к федеральному министру, понятно, что они попросили вопросы заранее пресс-службы. Я их прислала. Там были не все вопросы про отца Александра, его наследие и там детство Михаила в симхозе. Понятно, ты идешь к федеральному министру, ты не можешь не спросить там про ЖКХ, собственно говоря. У меня были какие-то вопросы более острые про то, как там про справедливость, про государственное управление, про карьеру чиновника, там, как он из партии «Яблоко» дошел до жизни такой, ну что-то такое. Ну, я начала их как-то пытаться задать. И пресс-служба сразу сказала «нет». И я вместо того, чтобы встать и уйти, продолжила по списку задавать вопросы про прекрасное детство нашего министра в симхозе. Ну и потом вышло такое протокольное интервью. Вот. Ну, честно говоря, мне до сих пор стыдновато. Вообще к этому периоду своей работы на Московскую патриархию вы как относитесь? Да нормально я отношусь. А меня уволили распоряжением патриарха. По Да какой что? причине, я не знаю. Ну, это было устное, естественно, распоряжение, поэтому там формально написано по соглашению сторон. Ну, по совокупности заслуг, вероятно. Это был уже 15-й год, и я уже к тому времени много чего написала. В частности, там и про Малафеева, и про телеканал «Спас», и про Push Riot, и круглые столы мы делали, когда были все эти истории с протестами о христианстве в политике. Поэтому странно, что они меня так долго терпели, честно говоря. Мне это решение даже самой не надо было принимать. Разошлись. Ну, тем более, что издательский совет это был такой все-таки в те годы такой уютный закоулок относительно всех структур Московской патриархии. Ну, если сам ты никуда не влезаешь, а я-то, конечно, пыталась куда-нибудь залезть, но в целом можно было сидеть, редактировать тексты и вообще никак не касаться этой церковной политики. Денег там было немного, чтобы не сказать, вообще почти не было. И как-то это такая была немножечко советская такая штука. Но есть вот такое мнение, и, по-моему, в книжке у вас есть про это немного, что все корни нынешних взаимоотношений церкви и государства и вообще поведения церкви лежат в далеких 20-х годах прошлого века, когда митрополит Сергий заключил этот союз странный со Сталиным. После этого некоторые священники стали сотрудничать с КГБ, и выросла целая плеяда священнослужителей, тесно связанных с советскими, потом и российскими спецслужбами. Согласны? Слушайте, но сейчас, если я сейчас скажу как бы свою версию событий, я представляю, что со мной сделают историки, потому что там куча разных версий. Моя версия событий такова, что, собственно, вот это сохранить себя – это ровно то, что мы видим сейчас. Что не важно, что делает это государство. Важно только одно – как оно относится к церкви, как к корпорации. Дает оно ей жить. И недвижимость. И недвижимость, там, какие-то защиту. Угу. Или не дает. Все остальное как будто вынесено за скобки. Вот это вот называется сохранить себя. Многие говорят, что вот то, что называется сергианством, вот то, что вы сейчас описали в честь митрополита, потом недолгое время патриарха Сергия, что это на самом деле ничего нового, что так было еще и в Византии, что Сергий ничего не придумывал. Но мы понимаем, что мы говорим про конкретный исторический период. И в этот конкретный исторический период, при уникальных обстоятельствах того периода, был сделан вот такой выбор. Митрополит Сергий не был законным главой церкви. Начнем с этого, потому что
Когда умер патриарх Тихон, первый избранный патриарх после долгих лет синодального управления, там, с Петра I, собственно, первый, он умер в 25 году, он назначил местоблюстителей вместо себя, так называемых, 3 человек, которые в случае, могли друг за другом ему наследовать. Их всех посадили, да, long story short, но они канонизированы, и, в общем, они были очень такие глубокие люди, которые не соглашались на компромисс с советской властью. У Сергия там был какой-то сначала титул вот такой длиннющий, там, заместитель местоблюстителя при Временном Синоде, вот что-то такое там была такая строчка. И он, просто узурпировал власть фактически. В том числе потому, что все были по лагерям, получить от них какие-то внятные распоряжения было невозможно. А что это была за структура, в которой он узурпировал власть, тоже большой вопрос. Но он спасал себя или церковь? Он думал, что он спасал церковь, конечно. То есть тут нельзя сказать, что он был какой-то прям такой страшный, коварный человек. Это была иллюзия, что он таким образом спасает церковь, как он это понимал. Собственно, это понимание, оно и наследуется до сих пор. Потому что, да, он там в 27 году выпустил знаменитую декларацию, которая называется «Наши радости, ваши радости», хотя на самом деле там более длинная цитата, это уже такое сокращение публицистическое. Но смысл был в том, что церковь полностью разделяет все чаяния и устремления советской власти, никакой она им не враг. В надежде, что сейчас кого-нибудь выпустят и дадут какие-то церковные структуры учредить. Этого не произошло, случилось только во время войны, и продолжали там и сажать, и расстреливать, и убивать. Но просто вопрос в том, какую церковь он возглавлял, что это за структура. Потому что тогда был, во-первых, обновленческий раскол. Это такая часть православных, в том числе епископов, священников. Но они реформировали церковь, и там было много, на самом деле, вот в тех реформах, которые они делали, там было много здравых предложений, скажем так. Другое дело, что они это делали под покровительством советской власти. Но многие делали совершенно искренне. С другой стороны, часть церкви уехала и организовала зарубежную церковь, которую Московская патриархия, будучи организована уже сильно после, все равно не принимала. Еще часть не приняла митрополита Сергия, ушла в катакомбы так называемые. Собственно, отец Александр Мень, например, был крещен в катакомбной церкви. Это подпольные христианские общины, полностью нелегальные, вокруг священников, которых рукополагали еще до революции, или там епископы рукополагали, которые потом тоже и расстреливали, и сажали, и которые митрополита Сергия не признавали, именно потому что он был узурпатором. А вы за кого? Я, конечно, за катакомбы, понятное дело. Там были свои особенности. Если говорить про заграницу, то я с Константинопольским патриархатом, и в те годы тоже. Там была архиепископия зарубежных приходов. Но это отдельная история, более просто интересно было спросить. Во время войны Сталин организовал эту встречу 3 митрополитов Сергия, еще 2. И там на встрече был Карпов, сотрудник КГБ, который потом возглавил Совет по делам религии, де-факто министерство, которое регулировало отношения с церковью. И там был Никонов. Это я хорошо сказала, Молотов. Да. Дедушка. Да, дедушка. Потому что важным направлением, зачем церковь, собственно, разрешили ей возродиться при Сталине, это была внешняя политика. И, собственно, все годы советской власти церковь отстаивала дипломатический интерес Советского Союза на разных уровнях, начиная от того, что надо было иностранным делегациям показывать, что у нас никто религию не гонит, и все хорошо, и заканчивая там участием в экуменическом движении, сотрудничеством с КГБ там, в этих зарубежных представительствах РПЦ, чем, собственно, патриарх будущий занимался в Женеве. А вы верите в то, что Кирилл, у него была Михайлов, да, вроде как КГБшная кличка, а у Алексея была вроде как Дроздов? Да. Верите? А тут что верить, там документы же есть. Глеб Якунин опубликовал, когда были открыты архивы. За что и был предан анафеме. КГБ, да, за что был предан анафеме. То есть в этом нет никакого секрета. Потом был Вилен, литовский предыдущий архиерей Хризостом, который единственный, давая интервью там, в 90-е годы, честно сказал, что большинство сотрудничало, и я сотрудничал. Просто тут вопрос того, что такое это сотрудничество. Совершенно очевидно, что без визы КГБ ты не мог стать епископом. А дальше это сотрудничество, что это было? Мне мама, например, рассказывала, что у них на работе они все знали, кто. Их даже шутили, говорили, что ты пишешь свои отчеты, пиши, дай мы тебе что-нибудь продиктуем. Но это были уже поздние 70-е годы. И они писали какие-то формальные отписки, там, встречался с тем-то, виделся то-то, там, отставил советскую власть, там, честь, совесть, ум там, перед иностранной делегацией. При том, что они делали много страшного, но не эти люди, не вот эти рядовые осведомители. У тебя есть кличка, потому что с тобой наблюдают, ты это знаешь. Тебя могут иногда о чем-то спросить.
Но это как бы, ну, такое неактивное сотрудничество. То есть это не бросает тень, по-вашему? Нет, тень это, конечно, бросает, но я просто к тому, что они не рулили процессами. И не факт, что у них были реальные какие-то чины, например, что у них там были какие-то высокие звездочки на погонах. Я не слышала, что было такое, что священник или епископ учился в школе КГБ. Или там был допущен к каким-то секретным заданиям. То есть вот пока у нас нет этих документов, мы их не видели. Я знаю, что в Украине сейчас какие-то документы публикуются, и там очень есть интересные архивы про сотрудничество архиереев с КГБ. Надо следить за этими публикациями. Но пока там ничего суперсенсационного на этом материале я тоже не видела. Было все то же самое, что они докладывали, с кем встречались, какие делегации, какие вопросы обсуждали, товарищ они такой-то. в том числе докладывали, кого крестили в церкви. Это священники, это с КГБ никак не связано. Это просто все священники были обязаны, так называлось, записывать. Угу. Поэтому... Кто приходит, на какие праздники, да. Что говорят. Такое писали тоже не все так подробно. Большинство просто формально отчитывалось там про крещение, отпевание, вот это вот все. А многие даже этого не делали. И поэтому люди, которые были осведомлены, они искали батюшку, который не записывает, который никуда не сообщает. А то могут быть неприятности на работе, если ты ребеночка покрестил. Мог ли вместо патриарха Алексея прийти патриарх не Кирилл, а кто-то другой, кто никогда не был связан с КГБ, чтобы символизировать там уже новую совсем церковь? Теоретически мог, но практически при той конфигурации, которая была в 2009 году, это было маловероятно. Ну, то есть просто он был неизбираемый бы, такой кандидат. Ну, какой-то молодой, харизматичный епископ. Были такие? Ну, в составе епископата Русской Православной Церкви, считая украинскую, которые тогда были активными избирателями, ну, наверняка были, конечно, там были люди помоложе и поярче. Как их могли избрать? Никому неизвестных людей. Избирают отобранных, по которым есть какой-то консенсус. Но это были такие более-менее свободные выборы. В том смысле, что первый раз Алексея избирали еще, когда был Совет по делам религий. Да. Понятно, что с ним утверждались кандидатуры и так далее. И то, в общем, это было несколько неожиданно, что избрали Алексея. Но там все было более-менее согласовано. А что касается Кирилла, то, во-первых, это было царствование Медведева. А во-вторых, тогда не было такого пристального интереса к церкви, поэтому там и были такие интриги среди епископата, потому что главными избирателями были епископы, которые должны были эти 3 кандидатуры выбрать, которые поместный собор там как-то выбирал, неизвестно как, потому что состав делегатов там тоже был довольно причудливый, и ясно, что все плюс-минус голосовали так, как им скажет их архиерей. Потому что поместный собор, он теоретически представляет все церковные сословия, да? То есть там и миряне, и монахи, и женщины, и священники, такие делегаты выборщиков от епархий. Но там просто были какие-то анекдотичные случаи, когда в регионах считалось, что это очень почетно войти в делегацию, поэтому там могла быть жена губернатора, директор цирка, кстати, кажется, ростовского был. В общем, там было несколько довольно комичных делегатов, что показывает майндсет. А вы же там рядом были? Ну, я была, но не внутри. Я понимаю, но там же вот все сплетни-то ходили. Да, сплетни ходили, безусловно. Так сказать, спасибо художественным фильмам и книжкам про то, как выбирают Папу Римского. Мы худо-бедно знаем теперь. Но нет никаких фильмов или увлекательных книжек про то, как выбирают патриарха. Слушайте, в Ватикане все-таки высокая эстетика. У нас это может быть только, не знаю, черная комедия, наверное. Да? Сложно выбрать жанр, конечно. Жестко Кирилл шел к своей победе. По головам. По головам. И дошел, да. Но вот тогда, в 2010 году, были какие-то еще варианты? Или те варианты, например, про которые вы жалеете, как православный? Митрополит Филарет, конечно, Минский. Вероятно, его бы не избрали, не знаю. Но там было напечатано, уже были бюллетени с его фамилией, когда он взял самоотвод. Почему он это сделал, неизвестно. Как-то Кирилл на него повлиял. Какие там были аргументы, мы не знаем. Потому что он был... Вот как про кого-нибудь скажешь что-нибудь хорошее, потом начнут люди писать, как будто вы не знаете, что он вот того загнобил, здесь был неправ. И вообще он в Беларуси там с Лукашенко общался и никак не выказывал какого-то своего сопротивления. Но он все-таки был интеллектуалом. И он слушал людей. И у него был совсем другой стиль. То есть, например, эта безобразная история с Пущера, это при Филарете просто она была бы невозможна. Никак. Просто по определению. Потом он вокруг себя собирал команду людей, которым он доверяет. И это были самые умные
и самые свободные люди, в общем, на тот момент в церкви. Ну, то есть по-разному было. Но я имею в виду вот то, что московскую команду, белорусскую я не знаю. Почему сформировалось мнение о митрополите Кирилле, когда он еще был митрополитом, что он либерал, что он за нас? Поэтому, в общем, даже в светских кругах очень поддерживали его избрание. Да, это был такой гигантский миф, который, честно говоря, мне с самого начала было непонятно, на чем он основан. Я присутствовала при некоторых совещаниях, например, с его участием. И я видела, как он разговаривает с людьми, например. Он всегда был очень жесткий. И его публичные выступления, вот те, за которые про него говорили, какой он там великий оратор, но он всегда говорил с позиции силы. И вот эта его энергия, она была довольно злая всегда. Вот оглядываясь назад, я вижу две причины вот этого вот мифа. Первая причина связана с тем, что он как флюгер поворачивался туда, куда ветер дует, а его знали по 90-м, особенно те, кто никак не был вовлечен с ним ни в какой, условно говоря, бизнес. И он, конечно, говорил всякие вещи про демократию, про какие-то там ценности свободы, ну, все, что тогда было полезно говорить. Поэтому казалось, что он такой прогрессивный. А вторая причина, как мне кажется, она такого характера дискурсивного. Вот то, за что Папа Римский его в 22 году сказал, что он алтарник Путина, и что я не понимаю, о чем ты со мной говоришь, я тебе про Евангелие, а ты мне на языке политики отвечаешь, сказал ему руководитель государства Ватикан. Это вот ровно то, что он говорил современным языком. И казалось, что это и есть либерализм. А он действительно говорил на языке политтехнологов, обличал потребление, там, консюмеризм, там какие-то вот, ну, те вещи, которые было принято тогда как бы обсуждать. А откуда он это все впитал? Ну, из своих там каких-нибудь светских друзей, от политиков, конечно. Он же очень всегда интересовался. Уже в отделе внешних церковных связей. Он сам себе усвоил функции и GR тоже, не только внешний как бы пиар и внешнюю политику, но и вообще внешние связи, включая отношения с обществом, отношения с властью. Это совершенно не входило в компетенции отдела внешних церковных связей в советское время. И он это перепридумал в своем отделе, когда начались вот 90-е. И помогал ему в этом протерей Всеволод Чаплин, ныне покойный, который был его отчасти выносным мозгом. А вот дополнительный, так сказать, жесткий диск. Собственно, вот эта вся лексика, она была оттуда, из этого вот круга людей, которые вокруг него собирались. Одна из немногих книг, которую он читал, был «Столкновение цивилизаций» Фукуямы, что у него произвело неизгладимое впечатление. Очень его эта вся тема про цивилизации беспокоила. И он все время этим языком и разговаривал. Вот. Просто сейчас, когда ты это читаешь, ты видишь, что это довольно третьесортный язык таких вот политтехнологов среднего уровня. Да, там, сотрудников администрации президента, не руководителей департаментов, а там менеджеров. Для церкви это была такая риторика совершенно непривычная, поэтому казалось, что он очень современный. А раз современный, значит, и либеральный. Я не могу не спросить. Вот этот механизм, когда крестик вот так загибается и поднимается, это ноу-хау Русской Православной Церкви? Я не знаю. Ну, я думаю, что да. Вы видели это своими глазами? Я видела, это действительно смешно. А это он сам кнопочку нажимает или это охранник нажимает? Не знаю. Ну, вы думали когда-нибудь об этом? Ну, это же очень интересно. Ну, то есть вот патриарх садится в машину, да, и у него так крестик, хоп, и он садится. Я думаю, что там нет кнопочки, я думаю, что это как-то механически складывается, нет? Я к нему не приближалась на такое расстояние, чтобы разглядеть, как действует этот механизм. Но, наверное, если бы кто-нибудь это расследовал, было бы прикольно это почитать. Но я явно не справлюсь с таким заданием. А чем вы в Берлине занимаетесь? У меня ничего никак не привязано конкретно к месту жительства. Мы сюда переехали, потому что гуманитарная виза, потому что у меня здесь были друзья, и Германия не самая сложная страна для того, чтобы в нее переехать. Вот. Ну а потом одного университета, другого школа. У меня какая-то единственная сейчас привязка, в смысле аффилиации, это Черногорский университет, который у нас группа бывших преподавателей Шанин, Геран, Хикс, Вышки и прочих прекрасных учебных заведений организовал просто с нуля в Будве. Но я там так же, как я это делала в Москве, как бы руковожу медианаправлением. Но так как это пока стартап, это не требует постоянного присутствия. Ну, кроме того, Черногория не входит в Евросоюз, а мне все-таки надо здесь находиться, иначе придется там оставаться насовсем. Решение уехать из России, это был
такой эмоциональный порыв, о котором вы потом пожалели, или это было осознанно принятое решение? Ой, нет, я, конечно, не пожалела. Понятно, что это решение, которое принимается в течение там нескольких дней, и оно довольно страшное. Но у меня было несколько факторов. Ну, то есть, во-первых, ты никогда не знаешь, грозит тебе уголовное преследование на самом деле или нет. Ну, кроме случаев, когда уже все очевидно, когда уже люди уходят лесом. А так, вот эти все там сигнальчики, некомфортная какая-то ситуация. У нас же это тянулось еще с момента ареста в Шаринке, Ранхикс, соответственно. И как раз в марте пришли прекрасные распоряжения прокуратуры о том, что факультеты Liberal Arts нарушают традиционные ценности, Конституцию, причем почему-то в разделе про материнство и детство. И я там давала какие-то комментарии в медиа по этому поводу, вот в этом всем, значит, аду. И там были очень неприятные звонки конкретно по моему поводу. Ты никогда не знаешь, это просто сигнал от общего раздражения или это сигнал, что надо как-то воздержаться. Мой адвокат сказал, что лучше на всякий случай, учитывая, что ситуация довольно турбулентная, лучше не отсвечивать. Второй комплекс причин был связан с тем, что у меня мальчики призывного возраста. Старшего сына день рождения 23 февраля. И мы с ним поехали в Питер на концерт БГ. Я, значит, с 2 детьми. И мы очень классно поехали в Питер, несмотря на то, что все это уже набухало, висело. И БГ, собственно, на концерте сказал, что, кажется, этот вечер мы запомним надолго. И потом мы что-то полночи гуляли по Петроградке. Как-то это было одновременно тревожно и очень... Какой-то был очень хороший день, вечер. Ну, а с утра, значит, в 6 утра мы проснулись от всего вот этого, от новостей. Потом, когда мы вернулись в Москву, естественно, сын стал пытаться пойти на протесты. И я себя обнаружила вдруг говорящей, как будто не своим голосом: «А тебе что, больше всех надо? Ты что, самый умный? Без тебя там не обойдутся?» Вот это что-то вот совершенно хтоническое, которое... И он на меня смотрит, говорит: «Мам, ты чего? У тебя что, двойные стандарты? А почему тебе можно? Ты ни одного митинга не пропустила. А меня ты сейчас не пустишь?» То есть он просто обалдел вот от этой интонации. И я сама испугалась, когда я себя обнаружила говорящей вот это. И я поняла, что как бы нет, что так жить невозможно, что кого-то из нас точно посадят рано или поздно, потому что вот это вот выдержать невозможно. Я ему сказала, когда его отправляла 4 марта 3-го рейсом Москва, Дубай, Белград: знаешь, я не хочу, чтобы ты стал худшей версией себя. Если ты будешь вот здесь вот так вот одергиваться, бояться, шугаться и цензурировать даже свои там какие-то студенческие курсовые, как мы все сойдем с ума просто. Невозможно. И это вот второй комплекс причин, собственно, про детей, которых у них был 2 пути, собственно, совершенно очевидно: либо сесть, либо в армию. Ни тот, ни другой меня немножко не устраивал. Третий действительно такой, скорее, морально-эмоциональный. Когда приняли закон о фейках, и мне с утра написал Илья Бер, мой друг, который руководит сайтом «Проверено медиа», с которым мы вместе делали там кучу образовательных программ. Все, теперь предельная ясность, надо уехать, потому что здесь невозможно больше, в этих условиях мы не сможем работать. Когда тебе ровно все то, чем ты занимался, тебе объявляют черно-белым, белое черным, и ты понимаешь, что, помимо всего прочего, еще абсолютно перестают действовать законы. Вот ты сидишь, воздух не изменился, все то же самое, в окне светит солнце, гуляют собачки, там голуби, а вот это как радиация, оно поменялось. Нету больше права никакого, то есть даже того плохонького, который действовал до того. Ты понимаешь, что если что, кого угодно посадят за что угодно. Многие нам говорили, что мы такие алармисты, что вы все, значит, дернули. Я сейчас смотрю дело этих несчастных парней, которых обвиняют в покушении на Тихона Шевкунова. Но это просто абсолютно рандомные ребята, которым не повезло, что они работали у Тихона там каждое в разное время. И все, они ничего не делали. То есть вы считаете, что никакого покушения или попытки покушения, или плана покушения на владыку Тихона Шевкунова не было? Тут на 200% утверждать, как вы понимаете, возможно, только если ты видел материалы дела. Но исходя из той информации, которой мы обладаем на начало марта, нет никаких оснований предполагать, что эти 2 молодых человека действительно пытались убить человека, на которого они много лет работали, с которым они были близки. Они придерживались, взглядов вполне либеральных. При этом Тихон об этом знал, и когда они с ним работали. Там один был и подьяконом некоторое время, второй был его личным секретарем довольно долго. И Тихон обладает достаточной широтой взглядов. Он ценит в людях надежность, работоспособность, мозги,
какое-то личное отношение, да. А вот в пространство идеологии он никого не впихивает. То есть он, наверное, мог им что-то там в шутку говорить или не в шутку, может, у них были какие-то споры, тут я не знаю. Но он прекрасно знал об их взглядах. Там, один из них ходил на похороны Навального как минимум. Ну и тот факт, что одного взяли по административному делу, он сидел там месяц, а второй, якобы его подельник, который якобы копал лопатой схрон, весь этот месяц лежал на этой лопате и носил ему передачи. Ну это же как... Идея этого заговора, по-вашему, исходит из светских органов охранки или из церковных? Если мы сейчас начнем какие-то конспирологические построения, то, скорее всего, попадем пальцем в небо. Потому что действительно никому не известно, как бы, что там на самом деле случилось. И как во всех больших делах, а теперь, очевидно, при таком информационном вдруг взрыве, который, очевидно, был спланирован там, пропагандой и спецслужбами, очевидно, что это какое-то большое дело, что, не дай бог, но, может быть, в него вольются еще какие-то дела и будут еще аресты. Там же очень хорошо есть терроризм, а можно еще оправдание терроризма пришить там рядом, ну и так далее. Пособничество. Пособничество, там много вариантов. Подельников еще поищут, поэтому хотелось бы, чтобы они все уже были в безопасности, а их там друзья и родственники. Тихон Шевкунов влиятельный в православной церкви человек? Мы сейчас говорим только про церковь. Думаю, что да. Хотя он, безусловно, человек скорее государственный, чем церковный. Но некоторая влиятельность у него, конечно, есть и в церкви тоже. То, что он из Сретенского монастыря оказался в Пскове, это изгнание или повышение? Да и нет. Это же есть очень узкий круг людей, которые принимают решения. Так сейчас в России примерно во всех сферах. Ну, знаете, как говорят, я извиняюсь, но знают трое, знает и свинья. Да, но свинья в процессе передачи свиньи вирус мутирует. Поэтому что там у них с патриархом, с Путиным или не с Путиным, а на уровень ниже, реально какие там договоренности, что произошло, неизвестно. О том, что его перевели с Пскова в Крым, для него это было неожиданностью. Это вот вроде как более-менее точно можно утверждать. То есть вот эта вот манера патриарха принимать кадровые решения и просто человека извещать уже практически официальным письмом, это известно, и оно распространяется в том числе на Шевкунова, из чего можно сделать какие-то выводы об их отношениях, а можно и не делать. Его все-таки траектория карьерного, если так можно выразиться, движения, это Москва, Псков, Крым. Это довольно удивительно для священника, которому приписывают духовничество у Путина. Ну, смотрите, он приехал в Псков. Действительно, вероятно, расчет Кирилла был на то, что его можно немножко отодвинуть от Москвы. Но Тихон человек очень умный, и он, в общем, умеет вести разные стратегические игры. Поэтому он, конечно, переехав в Псков, тут же в Псков потекли инвестиции, полетели вертолеты все с теми же людьми, которые там приезжали. Ласточку продлили. Ласточку продлили. Тут же там празднование разных, там Святогорский монастырь, Мирошский монастырь, Гдовское там вот это вот тоже празднование, памятники, инвестиции в культурную, в инфраструктуру области. То есть там фактически тут же установилось двоевластие. Есть губернатор. Справедливости ради, там та реставрация объектов церкви, которая произошла, она впечатляет. Она очень хорошая, конечно, потому что Тихон, у него действительно есть и вкус, и какой-то понимание того, как надо работать. И он такой в церкви, пожалуй, один. Его отослали в Псков, который для него родное место. То есть символически для него это дом, это его исток. Он его любит. Более того, он там и в епархии навел порядок. Там священники о нем вспоминают, в общем, вполне себе с благодарностью. Потому что то, что там было до него, это был страшный бардак, унижение. Ну, там есть история отца Павла Адельгейма, которого там просто этот архиерей Самодур просто загнобил. У Тихона все четко. Он не нуждается в лишних средствах, потому что у него все налажено. На все его проекты выделяются государственные субсидии. Выделяют крупные корпорации, там Транснефть, Роснефть, Газпром и все остальные. Ему не нужны эти поборы с духовенства. Если он может кому-то помочь, он действительно делает так, что людям можно помочь. Говорит ли это о том, что, войдя в некоторую опалу с точки зрения церковной иерархии, он сохранил свои хорошие отношения с государственными мужами в России? Он как бы не был ни в опале. Он всегда был сам по себе. Ага. Но при этом он был достаточно умен, чтобы никогда публично это не демонстрировать. Всегда показывать, что патриарх у нас главный, будь то Алексей или Кирилл. Никогда публично с ним не конфликтовать и никогда не оспаривать официальную позицию.
А У откуда него тогда просто пошел... есть своя как бы грядочка. А откуда тогда пошел слух на его претензии на патриарший престол? Ой, я думаю, что это просто медиа придумали. А вы с ним знакомы? Ну, знакомы, да, не то чтобы прям как-то То есть вы с ним близко. встречались, лично Да, знакомы, да? Да, мы лично знакомы. Но он производит впечатление образованного, умного и не злого человека. Нет, он не злой, он довольно великодушный, я бы сказала. Но вот вся эта идеологическая вот его составляющая, тут сложно сказать, насколько он действительно искренне верит в то, что он говорит и производит. Там все эти «Парки России. Моя история», «Византийские уроки», «Русские уроки». Один из захватывающих фильмов. Катастрофа просто. То ли он решил в это играть, и потом его засосало, потому что он такой довольно азартный человек. Ну, у него же в гиковское Гиковское образование. ко всему Он прочему. режиссер, понимаете, он конструирует вселенные. То есть он реально создал вот эту вселенную, ну, как Толкин, Гарри Поттер, Марвел. Это вот оно. Он сконструировал эту неовизантийскую вселенную, куда он переселил, ну, с помощью там Михалкова, Мединского и прочих людей с менее развитым воображением и И размахом. Дугина, между прочим, тоже. Дугин там как-то, я не знаю, какие у них отношения с Дугиным, честно говоря, врать не буду. Но Шевкунов просто в эту вселенную переселил высшее руководство, собственно, страны. Вот этот космос на основе русской и византийской истории, он его с большим азартом, будучи режиссером, собственно, и сформировал. И в нем продолжает жить, в том числе он сам. А у меня как бы от личных встреч, вот когда мы с ним о чем-то разговаривали, я еще у него брала интервью, он совершенно искренне мне поставил песню Леонида Дербенева и говорил, что ну вот это же классно, вот и советское, ну смотрите, он же про Бога пел. То есть он реально удивительным образом тащится от советских песен. И хор Сретенского монастыря, в общем, их исполнял. И я помню, что меня это такой, господи, какой Дербенев вообще, что это? Дербенев вообще не самый худший композитор. Не самый советский. худший, безусловно. Но вот эстетика там такая. Теперь про Крым. Как и откуда, по-вашему, Тихон Шевкунов узнал о том, что он отправляется в Крым? Мы-то из новостей, а он... Ну, мне кажется, он тоже из новостей. Ну, или там буквально за несколько часов. Епископ Арсений, который был в Новгороде викарным, молодой, который его сменил в Пскове, узнал об этом, когда ему стали звонить друзья и говорить, мы тебя поздравляем, ты теперь правящий. А он в Новгороде вторым был викарным архиереем, правая рука пожилого уже митрополита Льва, и Лев его там в свои преемники, в общем, прочил. Я не знаю, что там случилось с договоренностями Льва и Кирилла, но вот он точно узнал просто... Это для него был гром среди ясного неба, просто от друзей, которые уже прочли материалы заседаний Синода. Есть подозрение, что, в общем, митрополит Тихон узнал примерно в схожих обстоятельствах, вероятно, там, незадолго, может быть, до этого. То есть то, что это заранее, видимо, не согласовывалось с ним, ну, судя по всему, это так. Но это унизительно. Я не думаю, чтобы это переживалось как унижение. Тихон вообще не склонен испытывать лишнего. Вот он вот не из тех, кто там ресентимент, обиды, у него нет этого комплекса. Ну, как бы вот, да, такой у нас Кирилл. Но это, наверное, было решение не Кирилла, потому что я предполагаю, что его просто поставили, как в Пскове он был фактически, ну там они с губернатором работали в связке. Сказать, кто из них первый, в общем, было довольно сложно. То есть это такая неформальная ветвь государственной власти, я бы сказала. Я думаю, что в Крыму Тихон... Это государственное решение, безусловно, его туда поставить. И это же не просто так случилось. Он уже до этого много лет руководил этим огромным проектом Херсонес Таврический. И они там настроили какие-то нью-васюки, совершенно там какой-то храм с раздвижным куполом, какие-то там и музеи, и концертные залы, и детские лагеря, и даже ЗАГС. И он уже руководил там большим проектом, который привлек миллиардные государственные инвестиции. Но я предполагаю, что им просто усилили команду управления регионом. То есть как не генерал-губернатор, а митрополит-губернатор. Да. Ну, то есть шутки шутками, а я думаю, что... Я не знаю, может быть, у меня немножко преувеличиваю масштабы Шевкунова. Вот сейчас это дело семинаристов как раз покажет. Я думаю, что это и лично для него неприятная история, ну, просто по-человечески. Не думаю, чтобы это как-то могло ему помочь. И тем более, чтобы он согласился приносить своих людей в жертву своим каким-то... Вот это точно. То есть он не настолько циничный? Нет. Слушайте, он до сих пор
вспоминает совершенно спокойно, не морщась, Сергея Пугачева, который в опале, которого там Путин лично ненавидит, который дает разные интервью о том, что происходило там в начале нулевых. А Тихон до сих пор совершенно спокойно через запятую говорит, ну вот мы благодарны, там, в частности, Пугачеву за то, что он там нам помог возродить Сретенский монастырь. Или там, когда Тимура Иванова уже было дело, он уже сидел, Тихон, опять же, публично на пресс-конференции по поводу открытия этого Херсонеса Таврического сказал, что вот Тимур Иванов нам очень помогал, ну, что мы надеемся, что как-то его судьба решится положительно, ну, там, по всей справедливости. Он совершенно никогда не оспаривает никакие действия государства, органов и так далее, но если даже человек сидит в тюрьме, а он ему за что-то благодарен, он совершенно спокойно говорит, что он благодарен. Предположить, что он своих людей сам принесет в жертву. Но он, конечно, в чем-то страшный человек, но не в этом. Стал ли Тихон Шевкунов в итоге ярким агитатором войны? Да. Да. Там не было ничего, чтобы я не ожидала лично от него. Меня как бы в целом, то, что церковные люди, в том числе облеченные властью, по этому поводу говорят, степень накала для меня была немножко неожиданной. А вот когда они стали священников сана лишать за антивоенную позицию, и вот эту вот молитву приравнивать к клятве лояльности лично патриарху, и за нее еще там, вот это меня вызвало дикое возмущение. Если бы тогда были силы и вообще моральное право над чем-то смеяться, это было бы даже смешно. Там про гей-парады на Донбассе. Там патриарх говорил, что война, чтобы предотвратить гей-парады на Донбассе. Тихон не отличился в таких вот, гротескных высказываниях. Он никогда не говорит глупости, но он начинает плести вот эти мистические какие-то цепочки, какие-то старцы, какие-то там вот украинцы там кого-то хотели убивать, эти злостные, значит, какие-то бандеровцы. То есть он все это преувеличивает и под это подсовывает такую мистически, какую-то апокалиптическую подоплеку. И это, конечно, звучит в его исполнении очень такое нагнетение, оно довольно убедительно для, я думаю, большой части населения, когда это ложится в какие-то их вот ожидания, что там старцы предрекали, вот это вот все начинается, что вот пойдет там с Украины, и как он начинает вот всю эту официально пропагандистские все эти тезисы про Одесский дом союзов, про эти, где вы были 8 лет, но он это все вот переворачивать в такую свежую какую-то словесную обертку, но от этого немножко не по себе становится, действительно. Но типично как бы постправда, это как Трамп, только в другом стиле. Ваша книга исследует новейший период развития Русской Православной Церкви. И, наверное, этот новейший период стартует с конца 80-х, начала 90-х, когда церковь и государство, по крайней мере, ненадолго разомкнули свои объятия, вышли из катакомбов священники типа менее. Был ли в этот момент у Русской Православной Церкви шанс на то, чтобы быть совсем другой, начать абсолютно новую жизнь? Шанс, конечно, был. В ком он был? Но он не был в ком-то, он был скорее в духе времени. Но, мне кажется, просто инерция взяла верх. Инерция, какое-то мышление епископата, которое было, безусловно, сформировано в советское время, наследовало и синодальному периоду, отчасти тоже, да, то есть это было не в какой-то памяти, да, какого-то идеального времени, дореволюционная Россия и ее церковь, в которой они тоже пытались как-то скрестить свой советский опыт с тем, что они знали про дореволюционную церковь, которую они, безусловно, идеализировали. И эта зашоренность, она и предопределила все, то есть у них не было размаха, что сейчас можно... что хочу, что можно перепридумать это все заново. То есть как-то это все затухло довольно быстро. Но это было действительно предопределено вот этим советским опытом и тем, что они боялись, как они обойдутся без государства, они боялись свободной конкуренции. Но тогда же были и протестантские проповедники, и саентологи, и Рон Хаббард, и какие-то совсем уже такие секты, Белое братство, и Аум Синрикё, и кого только не было, не считая католиков, которые были как бы традиционными оппонентами, скажем так. И тоже даже Русская Православная Церковь за границей поначалу начала открывать в Москве свои приходы, потому что они считали, что Красная Церковь ее вообще не существует. И, как мы сейчас понимаем, может быть, в этом было некоторое рациональное зерно. Это конфликт между уехавшими и оставшимися. Да, между выжившими из уехавших. И не выжившими из оставшихся. В интервью нам отец Андрей Корточкин сказал, что его надежда на то,
что Русская Православная Церковь может пойти другим путем, закончилась в день убийства отца Александра Меня. Какой прозорливый отец Андрей Кордочкин. Ну вот он говорит, что... Он же был совсем юный. Мне, честно говоря, окончательно это стало понятно только когда война началась. Ну вот когда уже все как бы, тут уже назад, ну, ничего. То есть уже выбор окончательно сделан. Вот он. Но из вашей книжки какой вывод, в какой момент все пошло не так? Я думаю, что оно с самого начала шло не так. Ну, то есть отчасти отец Андрей прав. Туда постепенно вливались какие-то разные ручейки, которые добавляли как бы этого не так, все больше и больше. Может быть, когда прошли выборы патриарха Кирилла, так как они прошли, когда это был просто, ну, такое силовое давление было оказано. Может быть, когда был 12-й год, и было вот все, что связано с Pussy Riot, и эта двушечка, она была очень такая пророческая, я бы сказала. А это важное было событие в жизни церкви? Да. То есть не только в жизни общества? Конечно. Церковь их посадила. Хотя, опять же, точно описанного механизма не существует, потому что кто же знает, как там в недрах все разворачивалось. Но очевидно, что эта церковь их посадила. Патриарх, конечно, приложил. Потому что, судя по всему, как он реагировал на это все потом, он действительно боится общественной реакции на что бы то ни было. Еще, наверное, со времен, когда его там в 97 году в медиа обзывали табачным митрополитом, мы проводили все эти расследования об этом безакцизном ввозе сигарет, алкоголя и так далее. И тогда появились всякие карикатуры. В общем, он это очень болезненно переживал. И когда это случилось в 2012 году, вот эта вся история, что Pussy Riot, там была нехорошая квартира с нанопылью, принадлежавшая патриарху, и часы стертые. Причем это были совершенно три разных вещи, никак между собой не связаны. Это часы, которые фотошопом стерлись фотографии. Да. Ну, это была просто сотрудница. Ей велели обработать весь массив фотографий, стереть дорогие предметы. И она стирала, и уже устала. И отражение часов в глади стола не заметила, бедная. Ну, ее за это уволили, потом на нее всех собак повесили. Этот период был, конечно, важным, потому что патриарх опять понял, что только государство его может защитить. От кощунников, от гонителей, от клеветников, от журналистов этих проклятых, от предателей в рясах. И вот спустя сколько лет мы видим, что предатели в рясах лишают сана за антивоенную позицию. Одна из важных составляющих войны России против Украины – это в том числе и борьба между УПЦ и Московским патриархатом в Украине. Да. Что там происходит в этой связи и ваше к этому отношение? И это долгая, запутанная история. Как все, что связано с церковными проблемами, она уходит корнями там куда-нибудь лет 100, 200, 300 Если дальше не назад. больше. Да. К 2014 году в Украине существовало как минимум 3 православных юрисдикции и еще греко-католики. Католики православного обряда. Они в основном были на западе Украины. Было еще 3 юрисдикции, из которых одна была Украинская православная церковь Московского патриархата, так называемая. И она была частью Московской Русской Православной Церкви. Там была еще Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, который основал такой митрополит Филарет Денисенко, который был очень мощным таким советским архиереем, который был одним из претендентов на, собственно, патриарший престол, когда избрали патриарха Алексия. И тогда он сказал, что тогда мы хотим вообще-то Украину отделить, раз у нас страны теперь разные, это было начало 90-х, то давайте, тогда я буду киевским патриархом. Ему не дали это сделать, там был конфликт очень жесткий, и он увел часть епископата и часть паствы, основал свою церковь, которую никто не признавал из других православных церквей. Но в Украине там было достаточно паствы у них. Такая вторая юрисдикция, с которой украинское государство выстраивало некие отношения. Еще была Украинская автокефальная православная церковь, которая кололась именно из тех соображений, что в Украине должна быть своя национальная церковь. И она претендовала на то, что она наследует церкви, которая была в период на несоветских территориях Украины, или там в межвоенный период и так далее. Насколько там действительно продолжалось преемство, это вопрос открытый. В общем, их было 3, из которых 2 были более крупные, плюс еще были греко-католики, плюс в Украине очень сильные протестанты, их очень много. То есть там ситуация конфессиональная вообще отличалась от российской. Там было гораздо больше какого-то
плюрализм, скажем так, и некоторая конкурентная среда существовала, в том числе в отношениях с государством. При этом Украинскую православную церковь еще поддерживали разные пророссийские олигархи. Был такой Виктор Нусенкис, угольный магнат донецкий, был и остается Вадим Новинский, был такой депутат Рады Деркач, который теперь сенатор от Астраханской области в России, Янукович, собственно. Украина вообще гораздо более религиозная страна, чем Россия, в том числе там и с точки зрения какой-то вот традиции, которая сохранялась в народе, она более органична, потому что там не было вот, ну, особенно в сельских районах, там не было такого разрыва на эти коммунистические годы, там всегда как-то церковь вообще довольно была влиятельна как факт религии. Вот. И большинство относилось к этой вот русской православной церкви, ну, в смысле, к украинской православной церкви, которая была частью русской, потому что она была, ну, как единственная каноническая, так считалось. И всю жизнь на этом они и строили свою идентичность, что мы каноническое православие настоящее, а это раскольники. А те, в свою очередь, говорили, мы настоящая украинская национальная церковь, а вы москали, россияне. Но это было на уровне риторики, на уровне простых людей совершенно они себя не ощущали, что если вы прихожане Украинской православной церкви, то вы какие-то там русские. Нет, это была их церковь. Вот была она частью русской православной церкви, до этого нет. И разговоры о том, что вообще-то хорошо бы независимому государству иметь свою церковь, там велись довольно долго. И значительная часть епископата еще когда Филарет Денисенко отделялся, многие были готовы за ним пойти, кто-то пошел, а кто-то испугался вот прервать эту каноническую связь и не пошел. И так это все время продолжалось. И епископы, и священники, и миряне, многие хотели эту автокефалию, и там все время шел торг с Москвой. И при том патриархии, и при нынешнем... Автокефалия – это самоуправление. Это независимость полная, это как бы просто равноправная независимость. Но Московская Русская Православная Церковь этот вопрос решать не хотела, потому что они хотели оставаться там самой большой, самой могущественной. Нам Украина была нужна для того, чтобы быть больше, там, чем российское государство, чтобы это была такая настоящая церковь империи. Все эти попытки как-то мирным путем эту независимость получить, они обламывались об абсолютное непонимание контекста московской стороной. Вот. И такие попытки предпринимались, и какой-то торг шел, когда избирали патриарха Кирилла, что он вроде бы им там что-то обещал. Ну, то есть они рассчитывали, что он им наконец даст, что не хотят. А на самом деле, конечно, Кириллу надо было посмотреть, кто у него в ВЦС занимался украинским управлением, и было понятно. Кто? Ну, там был такой протоиерей Николай Балашов, который там всеми межправославными связями занимался. Он явно был против. Чаплин тогда был, который упорно пытался влезать во все эти майданные дела с российской стороны. Ну и в итоге это все кончилось тем, что в 2014 году патриарх Кирилл оказался в сложной ситуации, потому что он тогда не пошел в Кремль на прием по случаю присоединения Крыма, ну, потому что он вообще не понимал, что ему делать. Вот. На Майдане священники всех украинских юрисдикций стояли за народ. Было очевидно, что что-то надо решать, и решать было невозможно с его точки зрения. Крымские епархии долго оставались в составе Украинской Православной Церкви, несмотря на то, что Крым был как бы российским. Вот он до начала большой войны там, в 22-м или даже в начале 23-го передал крымские епархии, забрал их, точнее, в Русскую Православную Церковь, и вот там теперь Шевкунов. Это была такая сложная конфигурация, но параллельно развивались отношения с Константинопольским патриархатом, которого как раз украинское государство просило дать. Но если эти не хотят нам делать независимую церковь, ну давайте тогда вы. Вот. Это была сложная политическая игра, но Кирилл в итоге все просто проиграл, потому что он не поехал на Всеправославный собор, который патриарх Варфоломей проводил на Крите. Все согласовали. Темы, которые там будут обсуждаться, причем все острые темы, самые такие про власть, вот это кто главный, все оттуда убрали. Но при этом за 3 дня до открытия собора патриарх Кирилл решил, что русская делегация туда не поедет. После чего Варфоломей просто решил, что у него развязаны руки абсолютно, потому что это не договороспособная ситуация, просто предельно. После этого ускорился процесс того, что Константинополь дал автокефалию. Православная церковь Украины была создана. Это не Киевский патриархат Денисенко, это не Украинская автокефальная церковь. Это у них был объединительный собор. Там было очень много, конечно, государственного влияния. Вот, там Порошенко просто был главным двигателем, ему это было очень нужно. Он сам ездил к Варфоломею. И, в общем, это был такой отчасти его политический процесс, проект с прицелом на его перевыборы. Его в итоге не переизбрали. Итого в Украине 3 православных церкви. Их как бы 2 теперь. Нет, почему? Все объединились, кроме Украинской Православной Церкви.
кроме русской, Московского украинской патриархата. Да, то есть там, православной конечно, церкви. кто-то куда-то откалывался, как это всегда бывает, но глобально они объединились. И даже там 2 или 3, сейчас не помню, епископа из Украинской православной церкви Московского патриархата туда тоже перешли, потому что перешло много священников вот сразу, ну, какое-то количество, в том числе довольно знаковые люди, например, преторий Георгий Коваленко, который был при киевском митрополите Владимире, вот, который, да, вот это важно, что он умер как раз в 2014 году, такой очень консенсусный, всеми уважаемый архиерей. А он долго-долго руководил пресс-службой Украинской православной церкви, то есть это был такой знаковый человек, важный в Украинской православной церкви, он перешел быстро в эту ПЦУ. Миряне многие перешли, ну, кто хотел, те перешли практически сразу. Для простоты понятия. Та церковь, которая независима от Московского патриархата, называется Православная церковь Украины, Да. ПЦУ. ПЦУ. Та церковь, которая под Да. Московским патриархатом, называется УПЦ. Запомнить это невозможно нормальному человеку. Третьей церкви, которая автокефальная, больше не существует. Нет. Ну, там есть какие-то отдельные небольшие юрисдикции, там, неважно, все. Глобальных сейчас 2 главных. Там очень все было напряженно, конечно, все эти годы, потому что дальше там был большой политический непросчет Украинской православной церкви, когда в 2015 году в Раде было торжественное заседание памяти павших в АТО. Там были приглашены все представители конфессий украинских, которых много, там и католики, и греко-католики, и православные, и протестанты. И надо было встать и почтить героев. Все встали, кроме 3 епископов Украинской православной церкви Московского патриархата. Это запомнили все. Главное, никто не понимает, почему они это сделали. Особенно там один из них, такой архиепископ Иона, который, в общем, сейчас в этой войне он абсолютно проукраинский, и всегда это подчеркивает, и никакого российского влияния больше нет, хотя исторически он, конечно, у него были очень плотные контакты с Москвой, но тогда это никак не было ничем предосудительным до 2014 года. Там все друг друга ездили в гости, все учились, там многие украинские священники учились в Московской духовной академии, наоборот. А служат они на каком языке? ПЦУ служит по-украински, УПЦ по-разному. Вот, но в основном по-церковнославянски, как в русской церкви принято. Но, опять же, для Украины тоже, в общем, довольно долгая традиция, поэтому сложно сказать. Их осталось 2 этих церкви. Они взаимно друг друга не признают на уровне иерархии. На уровне чуть ниже пытаются устраивать какой-то богословский диалог. Там есть такое Софийское братство, которое как раз вот про сближение, про договоренности, потому что у них исторически, конечно, нет возможности так долго продолжаться не может. Это все выглядит довольно чудовищно, потому что Путин назвал просто одной из причин вторжения в Украину защиту канонического православия. И вот эта риторика, что в Украине причисняют православных, и вместо них там каких-то раскольников поставили, она российской пропагандой разгоняется постоянно. Сейчас даже вот протрамповские силы, скажем так, в Америке разгоняют эту антиукраинскую риторику в этом смысле. Для республиканцев вообще в Америке это религиозный фактор, он важен, и там это находит отклик, потому что Украинская православная церковь с помощью олигарха Новинского, который находится под санкциями в Украине, наняла адвоката американского, лоббиста Роберта Амстердама. Там очень сложная, опять же, ситуация, потому что там действительно издан закон о том, что религиозные организации, которые управляются из центра, находящегося в стране агрессора, в общем, подлежат запрету. Правоприменение его начнется в полный рост с мая 2025 года. Предполагается, что будут закрывать, вероятно, по одному или какими-то группами, не знаю. Руководитель этой государственной службы этнополитики и свободы совести, он считает, что который в Украине, этот орган, который, собственно, готовил этот закон и который отвечает за экспертизу в этой области, такое министерство по делам религии, он считает, что достаточно, чтобы митрополит Ануфрий, глава Украинской православной церкви, написал патриарху Кириллу открытое письмо, чтобы тот его вычеркнул из состава Синода Русской православной церкви и, соответственно, чтобы украинских епископов убрали из тоже перечень епископов Русской православной церкви, потому что они провозгласили еще в 22 году, они на своем соборе, что они независимы от Русской православной церкви. Они переписали свой устав, убрав оттуда упоминание о Русской православной церкви, кроме одного, что в 90-м году им выдали грамоту об автономии, чтобы какую-то свою историческую происхождение показать. Но канонически действительно очень уязвимая позиция, потому что им никто же не давал
вот этот тот самый Томос, этот документ о независимости, который Константинополь дал православной церкви Украины. Поэтому они провозгласили независимость, но какие у нее канонические основания, не очень понятны. Они, конечно, боятся как-то это нарушить, поэтому считают государственные чиновники украинские, что недостаточно этого провозглашения на соборе, а нужно активное обращение к Кириллу, чтобы тот убрал из руководящих органов, собственно, Русской Православной Церкви. Руководство Украинской Православной Церкви говорит, ну мы же их не просим, чтобы они нас туда вписывали. Они же нас сами вписывают. Мы же туда не ездим на заседание Синода. А они по какой вообще политике придерживаются? Ну, они, в общем, придерживаются скорее проукраинской политики. Естественно, потому что они находятся в Украине, их прихожане украинцы, они там гибнут, там есть дети священников, которые, ну, вот регулярно есть новости, что погиб сын священника УПЦ, такой-то, такой-то. Есть священники, которые погибли, потому что у них не было брони. Митрополит Ануфрий в первые же дни войны сказал Путину, что это Каинов грех, братоубийство и так далее. То есть это как бы одна сторона правды. Другая сторона правды, что были коллаборанты в некотором количестве. Было несколько архиереев, которые ушли в Москву, и они там остались. Были священники, которые, в общем, коллаборировали. Но опять же, что там происходило на оккупированных территориях, восстановить довольно сложно, что считать коллаборацией. Там есть уголовные дела, которые СБУ заводила на священников-коллаборантов. Но все равно в процентном соотношении это довольно мало. Ну, то есть, если там несколько тысяч священников, уголовных дел 100. Делать не значит, что вся церковь несет за них коллективную ответственность. А есть вот те, кто погиб, например, или наоборот, на тех же оккупированных территориях попадал в плен, и его пытали за то, что он был за Украину, священник Украинской Православной Церкви. Там очень все по-разному устроено, и люди оказываются в заложниках у нерешительной иерархии, и государство на мой взгляд, да, кто я такая, чтобы что-то говорить украинскому государству, могло бы не отторгать такую большую часть собственных граждан, потому что там, конечно, многие прихожане Украинской Православной Церкви очень обижены. Но, с другой стороны, вот то, что они наняли этого американского адвоката, который разгоняет эту тему гонений, который поддерживает там каких-то маргинальных бывших депутатов, которые бегут от уголовных дел и говорят, что их преследуют по религиозным соображениям, который дал аккурат в тот день, когда, в те дни, когда Трамп назвал Зеленского диктатором, он дал интервью Такеру Карлсону, этот Роберт Амстердам. И там он говорил какие-то совершенно тоже несусветные вещи, тоже, что Зеленский диктатор, что там притесняют, настоящих верующих, что это наша церковь, говорит этот американский адвокат, our church. Она настоящая, а это все не настоящее, что там, пытают, украинское государство издевается над священниками. И все это транслируется на американскую аудиторию абсолютно в том смысле, что Россия-то, может, и права. Потому что там, смотрите, что эти украинцы творят. Русская пропаганда довольно часто использует этот риторический прием про то, что там закрывают церкви, разграбляют приходы, и все время тиражируют фотографии прихожан, которые в образе беженцев остаются одни на улице, окруженные толпой разъяренных каких-то других верующих. Слушайте, я в Украине не была, своими глазами этого не видела, и по понятным причинам неизвестно, когда я туда смогу попасть. Поэтому тут мы вступаем на очень зыбкую почву. Я не могу говорить о том, что я не расследовала. Насильственного закрытия приходов. Один случай, как минимум, был совершенно омерзительный в городе Черкассы. Он известен, потому что там был силовой захват. Но другая часть правды заключается в том, что там архиерей был очень пророссийский. Пророссийские вещи произносил там и сам Вон и так далее. Часть людей это достала. Но то, что этот закон оставляет лазейку для того, чтобы козлами отпущения оказывались прихожане, священники Украинской Православной Церкви, к сожалению, это дает козыри русской пропаганде. А какое было бы правильное решение вопроса? Слушайте, я не буду диктовать украинцам, как им себя вести. Нет, это уже немножко не в моих моральных возможностях. Почему ваш телеграм-канал называется «Православие зомби»? И не является ли это еретичеством? Может, и является. Я, честно говоря, разрешения не спрашивала. Богословских заключений тоже не запрашивала. Но я там что-то тоже написала какой-то пост. Говорю, слушайте, я хочу все это сделать телеграм-канал для этого всего. И мы что-то долго там упражнялись. У меня сохранились скриншоты этих комментов. Это один из самых веселых трендов, по-моему, в моей фейсбучной жизни. Там был вариант в честь анекдота назвать «Трусы и крестик». Я очень рада, что я не соблазнилась на это прекрасное название.
Ну, представляете, в титрах там я даю какой-нибудь комментарий. Автор телеграм-канал «Трусы и крестик». Ну, то есть вы считаете, православие зомби звучит более по-взрослому? Ну, я считаю, что это чуть более прилично. Вот. И А почему зомби? Потому что тогда как раз был фильм «Гордость и предубеждение. Зомби». Такая черная комедия, когда вот в этот мир Джейн Остин с рюшечками и всякой этой вегетарианской чопорностью и милыми девушками влезает какая-то потусторонняя нечисть. И тогда, в принципе, это было таким мемным сочетанием, там было что-нибудь и зомби. Поэтому изначально это было так. А потом наступил 22-й год, про фильм уже все давно забыли, а зато зомби какие-то стали настоящие. Правда ли, что одним из претендентов на патриарший престол был митрополит Иларион? Нет. В 2009 году он не мог быть, он еще и митрополитом не был, а сейчас какой престол? Он у нас пока живой. Но всегда говорят про преемников. Кирилл преемников не назначает, это совершенно точно. Я думаю, что он относится как раз к тем людям, которые внутренне думают, что они будут жить вечно, и как только он допустит идею преемника... Не любите вы Кирилла? Ну, за что его любить-то? Я думаю, у нас это взаимно. Митрополит Иларион, он был просто его сотрудником ВВЦС, он был его помощником. Он был человеком, которого, на мой взгляд, патриарх Кирилл сломал. Потому что Иларион был довольно слабым. Я его помню молодым иеромонахом, он был совсем другим. То есть то, что его связывает с нынешним митрополитом, которого мы знаем, только его какая-то закрытость такая. То есть он даже когда он свои фильмы какие-то делает, он вот так вот стоит, как человек в футляре такой. Вот. Потому что, со своими сотрудниками, он, конечно, и там друзьями, он болтает все, что хочет, но такая немножко формальная дистанция у него была всегда. А так он был, слушайте, это человек, который в 91 году, служа в Литве, просто призвал советских солдат не стрелять, когда Горбачев... Довольно мужественный поступок. Да, абсолютно. Ему за это дали там орден Литовской Республики, какую-то награду, потом отозвали. Вот там, недавно, в новейшей истории. Он был симпатично образованный молодой священник. Потом с ним случилась история с Сурожской епархией, когда его назначили к митрополиту Антонию Сурожскому как бы в преемнике, которого он очень уважал и любил, и восхищался. В общем, сманипулировали, он не смог этому противостоять и действовал в интересах, собственно, отдела внешних церковных связей митрополита Кирилла. То есть это тоже работа на органы? Ну, косвенно, я думаю, да, но вряд ли прям вот напрямую. Учитывая, что это был такой хаос 90-х, и органам было, в общем, немножко не до церкви, я думаю, что там они и сами управились. Просто была какая-то амбиция сделать эту лондонскую епархию ближе к Москве и прекратить там всю эту вольницу, назначить туда своих людей. И как бы Иларион должен был быть проводником этой линии, хотя он сам, я почти в этом уверена, он так это не воспринимал. Он действительно поехал преемником к митрополиту Антонию, которого он очень уважал, но действовать он стал теми методами, которые мы в Москве успели как бы не специально, но переняв тот опыт, который он уже получил в Москве, видимо, к этому времени. Что-то такое там произошло, потому что там возник чудовищный конфликт, и этот конфликт Иларион в итоге сломал. Он стал себя вести слишком по-московски. То есть он кончился это публичной практически перепалкой, обменом письмами, и Иларион отозвали, и митрополит Антоний, в общем, его обличал, и я думаю, что для него это был очень серьезный слом. Потому что так как он все-таки ищет отцовскую фигуру, а тут вот такой разлад получился, и он этот перенос сделал уже на Кирилла после этого. И видел отца в Кирилле какое-то время. Но Кирилл его, в общем, тоже раздавил. Поэтому я думаю, что он, конечно, всегда воспринимался как второй человек. Он не может слишком сконцентрирован на себе и слишком легковесен, чтобы управлять церковью. Но как бы нет, его ни в какие преемники, конечно, не прочили. Хотя при каких-то делах он был. Сексуальный скандал вокруг митрополита Илариона. Это спровоцированная извне история или что случилось, то случилось? Ну, я думаю, что как в любой такой мутной истории там совпадают. Вы у себя в канале писали о том, что вам очень жаль, что при том, что про такие истории можно было бы рассказать про многих других иерархов Русской Православной Церкви, что вот в этот замес попал Иларион. И тут сразу, извините, два вопроса. Правда ли, что это действительно можно про всех, про многих рассказать? И второе, почему именно он туда попал? По этим историям у нас специалист диакон Андрей Кураев. У него есть подборочка, каталог. Я могу сказать, что безобразных историй, в том числе с абьюзом, с насилием, с какими-то
совершенно неприличными вещами хватает среди епископов Русской Православной Церкви. Сказать, что это все, конечно, нет. Я не уверена, что это имеет такое влияние на церковное управление, как это считает отец Андрей Кураев. Но Иларион тут, в общем, выглядит как наиболее... Я не могу сказать, что мне его прям очень жалко было. То есть я не то чтобы писала, что... С ваших слов я поняла, что вам его жалко. Но у меня есть некоторые сочувствия, потому что эта публикация была в «Новой газете». Безусловно, если бы я работала в «Новой газете», мне попался такой материал, я бы ее, наверное, тоже выпустила. Ну, это все-таки общественно значимая информация. Да, это информация. общественно значимая информация, абсолютно точно, но смотреть на это было неловко. Ну, потому что это все-таки материалы про личную жизнь. Он там не предстает каким-то монстром и чудовищем. У меня, может быть, снижена планка, потому что я слишком много с ними всеми общалась. Но по сравнению с... Он выглядит как довольно одинокий человек, на самом деле. Ему просто... Это единственный способ достичь какой-то близости с людьми. То есть для него это не про власть история, в отличие а про от одиночество. А скорее про одиночество, да, и про неспособность строить отношения. Вот то, что я увидела из этих публикаций, из этих видео, зная что-то там другое про митрополита Илариона, он просто не способен к сколько-нибудь стабильным отношениям, даже каким-то отношениям с собственными подчиненными, там, ну, в смысле не сексуальных, а каких-то стабильных отношений сотрудничества. Про этого японского молодого человека слишком мутная история. Мы не понимаем, откуда он взялся, сам он по себе был или за ним кто-то стоит, кто ему сейчас помогает писать эти тексты, которые он на видео читает. Но это просто какой-то доброжелатель, которому помогает, или это кто-то, кто участвует в интригах против Илариона, мы не знаем. Но это разрушает карьеру Илариона, предполагаемую. Я не думаю, чтобы он претендовал на то, чтобы быть патриархом. Не думаю, что это всерьез рассматривалось, поэтому вряд ли это такое крушение. Он мог сделать какой-то другой выбор, но он предпочел покаяться и убедить всех, что его надо простить. Я не знаю, какая там была цена этого прощения. Потому что главное его преступление было не в том, что он имел отношения с этим молодым человеком неизвестного происхождения, слава богу, хоть совершеннолетний. Проблема в том, что он допустил такую утечку, что в этой утечке он критиковал патриарха. Там есть очень чувствительные для патриарха вещи, там про то, что патриарх не делится своими большими спонсорами. Проезд митрополита на самокате по замку, конечно, тоже был впечатляющий, тут ничего не скажешь. Ну, а вообще церковные иерархи богатые люди? По-разному. Ну, патриарх Кирилл богатый человек? Патриарх Кирилл богатый почему? человек. Он еще в 90-е занимался бизнесом, так или иначе. Другое дело вопрос, какой был этот бизнес. Но там были какие-то алмазные дела, какие-то посреднические услуги. Был РАО МЭС, это нефтяной бизнес небольшой, который потом закрылся с большим скандалом, но патриарх до этого успел из него выйти. То есть все доказательства, собственно, которые существовали, они все опубликованы. Квартира в доме на набережной Муресином была пожалована. Вероятно, у него есть недвижимость в Швейцарии еще с тех времен там каких-то. Он, конечно, человек богатый. Что никого бы не интересовало, если бы он не был таким кровожадным еще при этом. Но очень все по-разному. Нет, есть вполне бедные епископы. Я просто не хочу перечислять каких-то хороших архиереев, чтобы не наводить на них дополнительного внимания. А мне кажется, что надо бы перечислить, потому что мы находимся сейчас с вами в той точке разговора, когда кажется, что мы действительно, как вы собирались назвать свою книжку, в преддверии ада. И я хотела, конечно, вас спросить, а как вообще верующему православному человеку сейчас сохранить, ну вот, чистоту своих намерений, да, просто сохранить себя в вере? Слушайте, это надо вот отца Алексея Уминского спрашивать. У него в его YouTube-канале на эту тему есть целый ряд выступлений. Так, я все-таки не занимаюсь проповедью. А вы себе как это объясняете? Себе? Я, честно говоря, себе такие вопросы не задаю. Это вообще не имеет никакого отношения к моей вере. Иначе я бы уже давно проповедовала атеизм. А как вам удается? Хочется ответить, а как Навальному удавалось? Который гораздо меньше знал, чем я про них, потому что это не было его фокусом внимания, но то, что он видел, было в меру безобразно, он это видел и даже вышучивал. Но даже при таком как бы поверхностном соприкосновении его личную веру это никак не затрагивало, и это очень правильный подход. Он тоже читал то же самое Евангелие, книжка-то у нас у всех одна. У нас есть книжка, и у нас есть искусство, у нас есть история, в которой есть очень много всего. Это как бы одна сторона. А другая сторона, у нас есть люди. Вот это вот знаменитое выражение, кажется, митрополита Антония Сурожского, что чтобы поверить, надо увидеть свет Царствия Божия в лице другого человека. Ты когда понимаешь, встречаясь с человеком, вот по-настоящему встречаясь,
что перед тобой образ Божий. Вот человек, как его задумал Бог, да, это в этот момент ты понимаешь, что как бы Бог-то он неотменим. И что мы не все можем понять нашими мозгами. Тут гораздо более серьезный аргумент, чем то, что делают там епископы или священники, это не важно. Гораздо более серьезный аргумент – это как вообще война происходит, как вот эти ужасные страдания. Но это все богословие после Холокоста про это. Про это человечество тоже думает на протяжении всей истории. Это действительно такой страшный вопрос. Но мне просто кажется, что смирение, оно заключается как раз в том, что мы не можем все понять. Что есть какие-то вещи, которые надо просто принимать, как они есть. А мы смертны. В жизни есть страдания. Но это никак не отменяет существование Бога. Просто есть что-то, чего мы, я надеюсь, поймем только после смерти. Сможем увидеть эту картину как бы целиком, что там есть какой-то, вот мы сейчас видим там в 3 измерениях, а мы сможем это увидеть в каком-то другом объеме, каким-то другим зрением. И это понять, может быть. А может быть, там еще какой-то уровень и следующий квест. Мы не знаем. А вы видели Бога в каком-то человеке? Ну да, конечно. А в ком? Но это вообще происходит периодически в жизни. Когда ты с кем-то в каких-то близких отношениях, причем не обязательно это отношения эротического свойства или какого-то отношения. Там может быть дружба, это может быть кто-то, кто, как бы выполняет функцию учителя, да, в твоей жизни в этот момент или что-то такое. Это просто возникает вот какое-то сближение с человеком, какой он есть. Ты вдруг видишь, это похоже, наверное, на чувство влюбленности отчасти, но это немножко другое. Ты понимаешь, да, что вот этого человека создал Бог. Кроме того, что действительно бывают люди, которые как раз... Я понимаю, о чем вы хотите спросить. Там была ли у меня какая-то встреча с кем-то именно, из духовенства, например, кто достиг этой святости. Я не застала отца Александра Меня, но я абсолютно уверена, что он святой, судя по всему, что я про него знаю, и судя по тому, что это вот такие уже тонкие материи. Считается, что со святыми ты можешь как бы вступать в какой-то контакт. Да? Это не то, чтобы там контакты с потусторонней силой, спиритические сеансы, но ты просто понимаешь, что эта личность, она существует, и она может как-то тебя своим присутствием осенить, что он есть просто, несмотря на то, что он умер. Вот про отца Александра я такое знаю, например, хотя его никогда не видела. Я видела зато митрополита Антония. Он уже был очень старенький. И я не могу сказать, что он на меня произвел какое-то прям впечатление. Мы долго с ним разговаривали, и он держался очень просто. И этот Лондонский собор тогда, это было, конечно, какое-то совершенно уникальное место на Земле. Когда ты выходишь оттуда, еще мы были с моим мужем тогда вместе, мы вышли, молчали часа 3, наверное. Если предположить, что русскую православную церковь ждут реформы, в числе самых важных реформ, что должно быть, по-вашему? Я себе с трудом представляю какие-то реформы, потому что все-таки этот импульс должен идти от людей. То есть должна быть, условно говоря, там церковное гражданское общество. То есть это должно быть нужно прихожанам. У них должно быть какое-то понимание о том, чего они хотят и зачем они этого хотят. И тогда как бы это, то есть эта иерархичность, она как-то все-таки будет опираться на реальность. Это можно было реализовать в каких-то исторических обстоятельствах в отдельно взятых небольших церквях, чаще всего находящихся где-то в странах, где православие не религия большинства. Вот, например, митрополит Антоний Сурожский на уровне лондонского прихода, который как бы отвечал в том числе за епархию, у них был очень такой устав, четкий, внятный, прописанный. У них были нормальные епархиальные собрания, где люди имели голос. Они действительно таким, можно сказать, демократическим путем, да, решали свои вопросы. Но это все опиралось на то, что это было в Англии, в стране с определенной большой политической культурой и религиозной тоже. И это была личность митрополита Антония, который, будучи, конечно, харизматическим лидером, сам себя при этом все-таки ограничивал вот этими представлениями о том, как должно.
там были люди, которые брали на себя ответственность за организацию, и которым владыка Антоний это мог делегировать. Ну, вот такой маленький был экспериментальный центр. Да, и причем Да? со смертью Антония это все. Да, это все было поглощено Московской патриархией. Не без помощи тех же самых людей. Ну, то есть, в смысле, не в том, что они помогали активно, а в том, что то, как это в итоге не смогли они этому противостоять. Православная церковь в Америке была в своем начале, когда там были пресвитер Александр Шмеман и прочее, вот этот вот костяк отцов-основателей. Это тоже было что-то приближенное вот к этому варианту, но опять же, сейчас там совершенно другая картина. Ну и какие-то вот такие отдельные места, они периодически возникают, скорее вопреки, чем благодаря. Мне кажется, что вообще, как бы, если уж совсем фантазировать, да, что, в принципе, эта иерархическая система, это не то, чтобы то, что должно быть. Не то, чтобы патриарх должен быть всегда таким типа самодержцем. И вообще, что нужен патриарх? Российская церковь жила при синодальном периоде. Понятно, что это было властью устроено, что это был совершенно другой исторический этап развития и все такое, со всеми оговорками. Но я просто к тому, что не обязательно должен быть патриарх во главе. Во многих церквях и сейчас есть митрополит, просто, ну, как бы старший из митрополитов, который как бы отвечает за всех, но при этом он не имеет сана патриарха. И вся вот эта вот административная, бюрократическая структура, которая основана на этой иерархии, ее бы, конечно, как-то, мягко говоря, облегчить. Церковь долгие века примерно соответствовала развитию общества и политическому управлению и так далее. Но в 20 веке произошел какой-то рассинхрон, да, что государство и общество ушли в одну сторону, а церкви остались как бы таким немножко архаизированным таким сообществом, потому что, в общем, никто их не хотел трогать. Это касается только русской православной церкви? Ну, это нет, это касается вообще тоже православных церквей. В католиков мы сейчас, как бы, Ватикан немножко другая, как бы, история, мы сейчас в них не будем влезать. Мне кажется, что как раз Константинопольский патриархат дальше пошел в направлении такой, ну, скорее, более сетевой распределенной структуры, хотя я совершенно их не идеализирую, у них там тоже вполне себе авторитарная верховная власть и так далее, но просто в силу того, что он церковь диаспоры. У них есть маленький этот центр управления в Турции, в одном из районов Стамбула, а вся паства – это, собственно, вот диаспора, которая образовалась после того, как греки вышли из Турции, а, соответственно, русские ушли из Российской империи после революции. И там основная паства, она в Америке, в Европе. Это все греки, как бы, которые вне территории Греции материковой. Там греческие острова – это уже тоже Константинопольский патриархат. И так далее. То есть вот в силу своей вот этой распределенности по странам и того, что он претендует на то, что он, ну, имеет некоторые права над всеми православными, вот в частности восстанавливать в сане какие-то еще споры разрешать, вот он движется в этом направлении какой-то большей горизонтальности, такой сетевой организации. Хотя, конечно, не идеал устройства. Вот. Но сейчас вот у нас что происходит в эмиграции? Разнообразные, не только русской, там есть и украинцы, и белорусы, и все остальные. Обычно люди уже сейчас не ищут непременно, чтобы была вот наша юрисдикция. Никто вот там обязательно было написано Московская патриархия, или наоборот, не дай бог, не было написано Московская патриархия. Большинство просто ищет, где хорошо, где священник с ним по-человечески разговаривает, где там на службе ты себя не чувствуешь каким-то внешним человеком, где тебя принимают, куда ты можешь пойти, там, не знаю, крестить ребенка, светить куличи или, наоборот, за какой-то личной там потребностью. Вот. И это могут быть совершенно разных юрисдикций священников. Есть проект «Мир всем», который сейчас занимается помощью как раз священникам, которые оказались в сложной ситуации за свои там взгляды. Да. Я хотела сказать политической позиции, но это не совсем политическая позиция, на самом деле, за свое исповедничество. И там священники, которые к разным юрисдикциям относятся. Но на горизонтальном уровне у них между собой проблем нет. Не то, что ты вот к этой юрисдикции, я с тобой в одном храме служить не буду. Нет, юрисдикционно это не различается, по крайней мере, по эту сторону границы. Но вот в этой новой церкви будущего, которая претерпит реформы, изменится, улучшится и так далее. Например, Навальный мог бы быть канонизированным? Ну, я думаю, что да. Вопрос в том, зачем это нужно. Но для меня, например, нет сомнений в том, что он, конечно, христианский исповедник. Это очевидно. То есть, просто потому что он это вслух произносил, что он делал свой выбор, исходя из своей веры. Да? Это написано у него в книжке, то, что для него блаженно алчущий, жаждущий правды, это его инструкция.
В книге в книжке «Патриот» он там писал, что ты себя спроси, как бы, если ты веришь, если для тебя Царство Божие – это то, чего ты хочешь, то чего ты тогда беспокоишься? Тебе там Иисус Христос делает все, что надо. Меня, кстати, поразила вот эта христианская составляющая Да. в книге. И А вас больше нет? всего поражает, что ее там очень мало. В том смысле, что он специально не выпячивал это никак. Нет, Он нет, это она никак там очень не органична. использовал как какой-то политический аргумент. Он это говорил, когда просто объяснял свои размышления, свои мотивы. Меня еще больше всего потрясло, что он в тюрьме пытался поститься зачем-то. Ну, то есть любой священник, даже самый мракобесный, бы сказал, что, конечно, какой пост, когда ты и так, у тебя вся жизнь пост. Ты, пожалуйста, ешь, что дают. А ему-то даже в голову не приходило, что можно кого-то попросить, что есть установление. Мне сказали, что так надо, я так и буду делать. Хотя ему, конечно, это было очень сложно, учитывая, сколько он писал про еду, про то, как это было мучительно там в тюрьме организовать себе какое-то нормальное физическое существование. Он еще там пытался поститься. И что-то там помнил про церковные праздники, что, в общем, опять же, для его святости совершенно не обязательно. Это скорее про его какое-то какое-то личное смирение. Вот. И мне кажется, что, конечно, то есть на то, святой он или нет, факт церковной канонизации никак не повлияет. Для Бога я подозреваю, что он святой, что он сейчас где-то там, где он хотел. Хотелось бы, если мы в это верим, то это так и есть. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие. Свобода или стабильность. Свобода. Правда или безопасность. Правда. Родина или истина. Истина. А что будет дальше? Первый импульс сказать, что ничего хорошего. Но хотелось бы еще пожить. Может быть, я не права. Не знаю.